пытается скрывать свои способности и жить как обычный человек. Но когда его лучшая подруга-ведьма Ника возвращается в его жизнь, ему приходится использовать свои способности, чтобы защитить ее от опасных врагов и ее собственной неуклюжести. Мори из семьи огров, которые по сути являются гибридами рожденными, когда ведьмы позволяют своим фамильярам стать их отцами. Из-за этого у него невероятная физическая сила и нет нормальных друзей. Его лучшая подруга Ника ведьма. Но однажды ей приходится уехать в святую землю ведьм, чтобы получить образование. Однако перед отъездом она обещает Мори, что как только закончит обучение, вернется к нему. Спустя 10 лет Мори стал крутым фермером, который даже не пытается бороться с хулиганами. Он знает, что если даст отпор, то им понадобится скорая помощь. А в нынешней экономической ситуации он не пожелал бы таких счетов даже своему злейшему врагу. Поэтому он просто уклоняется и дурачится, пока его не ударят специально. Когда хулиганы успокаиваются, Мори возвращается домой, где отец говорит ему, что иногда нужно давать отпор, а не приходить домой в синяках. В любом случае они садятся ужинать, и отец Мори говорит ему, что Ника вернулась из святой земли ведьм и хочет, чтобы он стал ее фамильяром. Мори выплевывает еду отцу в лицо, за что его могли бы лишить наследства и жизни, но его отец тоже спокойный человек, поэтому он понимает, что реакция сына оправдана. Обычно ведьмы берут фамильяры животных, таких как кошки или летучие мыши. Но в прошлом были фамильяры, которые поглощали достаточно магической силы, чтобы принимать человеческий облик. В частности, были тигр и бык, которые стали людьми и женились на людях, родив огров. Эти огры были основателями их рода и до сих пор служат ведьмам. Мори отвечает, что уже знает историю их семьи, но не хочет быть чьим-то слугой. Отец говорит ему, что его работа будет больше похожа на работу телохранителя, чем на работу слуги, и поскольку у них есть древний договор с семьей Нико, они не могут отказать ей в просьбе. В таком случае Мори должен стать фамильяром Нико, и хотя ему бы это понравилось, ему скоро предстоит долгая командировка. Он говорит Мори, что Нико приедет одна, а ее мать останется в Святой Земле. Поскольку они оба будут одни, решено, что они будут жить вместе. Это еще больше шокирует Мори, который выплевывает двойную порцию еды в лицо отцу, и тот чуть не дает ему подзатыльник. Позже Мори сидит в своей гостиной и думает, какой неуклюжей была Нико, когда они впервые встретились, но это делало ее немного милой. Он размышляет, насколько она выросла, и тут Нико эффектно врывается в его окно, разбрасывая осколки стекла. Затем она делает сальто, приземляется на колени, и Мори паникует, думая, что она какая-то воровка. Но когда она говорит, что потеряла равновесие при приземлении, он понимает, что перед ним Нико. Она взволнована, увидев его, и спрашивает, скучал ли он по ней. Но Мори больше беспокоит его разрушенная гостиная. Он сразу же начинает убирать, а Нико предлагает сесть и угоститься домашним печеньем. Нико начинает восхищаться этим мужчиной, когда он говорит ей, что собирается выбросить осколки стекла. Нико говорит ему, что может починить окно с помощью магии, но для этого ей нужен посредник. Она просит у Мори что-то дорогое для него, и он приносит свою любимую кофейную кружку. Затем Мори с удивлением наблюдает, как Ника с помощью магии идеально чинит окно, но вдруг слышит, как разбивается его кофейная кружка. Нико говорит ему, чтобы он не удивлялся, потому что жертва должна быть уничтожена, и его чувства, которые были связаны с ней, усилили ее заклинание. Мори набрасывается на нее, и Нико чувствует себя виноватой, что разбила его любимую кружку, но он решает не обращать на это внимания, потому что она хотя бы починила окно. Он говорит ей, что ее магия потрясающая, и у Ника замыкает мозг из-за его красоты. Ей не терпится показать ему еще что-нибудь, и когда она ничего не находит, она накладывает на себя заклинание, которое делает ее плоской, как лист бумаги. Она начинает бесконтрольно летать и выходит из дома, а Мори бежит за ней, пытаясь поймать, пока она не попала в беду. Но ему это не удается, и Нико застревает между двумя стенами, где очень мало места. Мори не может до нее дотянуться, поэтому он решает принести пылесос, но Ника говорит ему, что заклинание закончится раньше. И если она вернется в нормальное состояние, то будет раздавлена насмерть. В стиле «пункт назначения». Мори паникует, но тут появляется хозяин дома и начинает с ним ругаться. Удивительно, но это тот самый хулиган, которого раньше звали Мамода, и Мори просит его принести сюда пылесос. Мамода пытается вести себя круто перед ним и спрашивает Мори, ударит ли он его, если тот не подчинится. Мори вдруг вспоминает свое детство, когда он попал в беду после того, как отправил Мамоду в больницу. И после этого ему оставалось только молча терпеть побои. Он пожаловался отцу, который научил их семью секретному боевому искусству, чтобы контролировать свою силу. Внезапно Мори понимает, что есть и другие способы освободить Нико. Он высвобождает свою силу Огра,
и Мимото напускает штаны, думая, что сегодня его превратят в отбивную. Но вместо этого Мори ударяется о стену, разбивает ее и создает достаточно места, чтобы вытащить Ника за мгновение до того, как она вернется в нормальное состояние. Она обнимает его и благодарит за спасение, но Мамода злится, потому что они испортили его имущество. Мори спрашивает Ника, может ли она это починить, и она говорит ему, что для этого ей нужно что-то очень ценное. И у Мори есть как раз то, что ей нужно. Он говорит ей, что Мамода очень дорожит своим ирокезов, и этого достаточно, чтобы Неко полностью починила стену. После этого они идут домой, и Нико говорит Мори, что ей нужно кое-что купить. Когда они возвращаются из магазина, Мори жалуется, что сумки слишком тяжелые. Ника с помощью заклинания делает их очень легкими, и Мори очень удивлен. Но теперь ему интересно, собирается ли Ника рассказать всему городу, что она ведьма, потому что это может доставить ей неприятности. Нико отвечает, что одно из главных правил ведьм — использовать свою магию, чтобы помогать людям, потому что это помогает им стабилизировать свои силы и не дает им перейти на темную сторону. Она заявляет, что поскольку она все еще на стадии обучения, она хочет наладить связи со многими людьми и стать ведьмой, которая помогает другим. Мори считает, что это очень круто, и обещает помочь ей как ее фамильяр. Нико начинает мечтать о том, чтобы встречаться с ним, но тут Маори кричит, что в соседнем здании пожар. Нико сразу же решает спасти женщину, которая там застряла, но Маури предупреждает ее, что все смотрят, и она может не успеть спасти женщину, пока летит. Но Нико это не волнует, и Маури вызывается помочь ей. Он забирается на ее метлу, и они летят к женщине, которая совершенно не понимает, что происходит. Она забирается на метлу, как просит Маури, но вдруг метла начинает быстро падать на землю, потому что на ней больше веса, чем она может выдержать. Мори просит Ника использовать заклинание, чтобы сделать его легким, и она тут же это делает, спасая их от падения на землю. Но из-за побочного эффекта заклинания Мори тоже становится легкомысленным и легкомысленным. Он рассказывает, что Ника ведьма, а он Огар, и продолжает говорить глупости и отвлекать Ника, которая понимает, что метла все еще не может выдержать их троих. Она вот-вот упадет, поэтому использует заклинание легкости на себе, спасая ситуацию, но теряя при этом клетки мозга. Женщина, которую они спасли, все еще не понимает, что происходит. Но тут Мори и Ника вдруг вспоминают, что оставили свои вещи посреди улицы. Они бросаются за ними, оставляя женщину в еще большем замешательстве. Но к тому времени, как они добираются до дома, они уже устали. Потому что сумки стали тяжелее после того, как закончилось действие заклинания легкости. Как только Нико читает свою книгу, чтобы убедиться в этом, они с Мори тоже падают на колени из-за увеличившегося веса. Но вскоре они приходят в себя, а ночью Нико благодарит Мори за помощь. Но он планирует сделать для нее гораздо больше, потому что раньше его отец сказал ему, что мама Ника Оракул. И у нее было пророчество, что в течение года с Ника случится большая трагедия, и единственный, кто может ее спасти, это фамильяр. Поэтому Мори ставит перед собой задачу защитить ее от проблем, которые она создает, но Нико даже не знает об этом и продолжает влюбляться в свою первую и единственную любовь. На следующий день Мори и Нико идут в школу. И Нике очень хочется вернуться к учебе, а еще потому, что они учатся в одном классе. Но ее волнение доставляет Мори неприятности, и он говорит ей, что им нужно поговорить наедине. Ника впадает в ступор, думая, что он признается ей в любви. Но он просто запрещает ей рассказывать в классе, что она ведьма. Они идут в класс, и их классный руководитель Юрий приветствует всех учеников. Она заядлая фанатка аниме, но ведет себя круто перед учениками, говоря им, что они должны представиться в первый день учебы. Все чудаки в классе начинают представляться, и Мори делает пометки о них. Но он ошибается с именем, и его ластик ломается, когда он пытается исправить ошибку. Нико находит это милым и решает помочь ему, используя магию, которая увеличивает предметы, и я точно знаю, что большинству парней это бы понравилось. Нико хочет использовать ее на ластике, но у нее встроенный прицел штурмовика, и ее магия попадает в волосы Мори, делая их намного больше. Мори становится похож на взрослую версию Гона из «Охотника Ха-охотника», и Юрий тут же вспоминает об этом. Она начинает паниковать, но игнорирует Мори, а Нико решает отменить заклинание, что можно сделать, снова произнеся то же заклинание в том же месте. Но она промахивается и на этот раз попадает заклинанием в лицо Мори, превращая его в болванчика. Мори еще ничего не заметил, и Ника направляет свое увеличенное заклинание на его голову, попадая в левую руку с этой стороны. Она становится такого же размера, как моя правая рука. И тут Юрий зовет его представиться. Чтобы спрятать руку, Мори ничего не остается, как вести себя как шестиклассник, который думает, что у него есть суперспособности. И он знает, что из-за этого его школьная жизнь будет разрушена.
Закончив представляться, он кладет свою гигантскую руку на парту Нека, чтобы она могла сделать ее нормальной. Но как только она произносит заклинание, Юрий зовет ее по имени, и она встает, указывая на себя пальцем. В результате Ники внезапно становится огромной и тоже признается, что она ведьма. Мори разочарован, что они не смогли сохранить ее тайну даже на один урок, но, как оказалось, мать Мика уже сообщила школе, что она ведьма. Она все еще нервничает из-за этого, и Мори думает, что теперь ей будет трудно завести новых друзей. Но когда уроки заканчиваются, две девочки по имени Кюкими и Кара спрашивают Ники, не хочет ли она пообедать с ними. Нико очень рада этому и с разрешения Мори идет с девочками. По дороге они встречают кучку гангстеров-подражателей, но Кара говорит им, чтобы они не тратили время зря. Ника впечатлена тем, какая она крутая и надежная. Но Кара смущается, когда они заходят в кафе. Ей интересно узнать о магии Нико, и Нико отвечает, что знает много заклинаний. Она говорит, что впервые встречается с друзьями, и Кюкими говорит ей, что у нее тоже так. В средней школе она была похожа на ту девочку, которая травмировала всех фанатов аниме. Но Кара подружилась с ней и спасла ее. Кара смущается, когда Кюкими начинает говорить о ней. И она переключается на тему, которая ее больше всего интересует. Она спрашивает Нико о море и говорит, что они выглядят как пара. Нико отрицает это, но объясняет, что они живут вместе, и Кара взрывается от волнения. Поскольку Ники сказала, что она не встречается с Мори, Кара хочет заполучить этого красавчика. Но Нико не хочет, чтобы другие девушки сближались с ним, поэтому она говорит, что Мори совсем не крутой. Тем временем бандиты, которые были раньше, идут к кафе, чтобы проучить девочек. Но Мори все это время наблюдал за ними как Бэтмен и быстро расправляется с ними, чтобы они не мешали Ника общаться с ее первыми друзьями. На следующий день половина класса окружает Нико, потому что они наконец позволили любопытству победить страх. С другой стороны, чудаки из класса собрались вокруг Мори, потому что хотят, чтобы он заставил ведьму использовать на них магию и превратить их в суперсаян. В этот момент приходит Кара и просит Нико показать им магию, и она использует заклинание, которое меняет гравитацию. Мори даже не успевает остановить ее, как Ника использует заклинание и превращает их класс в замок бесконечности, вызывая у учителя сердечный приступ. В любом случае, все возвращается на круги своя, и начинается урок. Юрий говорит, что первый урок — это отдых, и они могут сами решать, что им делать. Кара предлагает Нико показать им еще немного магии, и все соглашаются. Ника тоже хочет похвастаться, поэтому она ведет всех на игровую площадку, где создает барьер, внутри которого даже обычные люди могут летать. Мори может только смотреть на нее с недоверием, когда Нико активирует барьер, и весь класс внезапно начинает жить своей мечтой. Через некоторое время Мори спрашивает Нико, все ли с ней в порядке, потому что она использует много магической силы, чтобы поддерживать барьер, и она отвечает, что справится. Она всегда чувствовала себя особенной, потому что могла колдовать, но она также чувствовала, что это несправедливо по отношению к другим. Поэтому она хочет сделать все возможное, чтобы они тоже почувствовали себя особенными хоть ненадолго. Она говорит Мори, что он тоже должен сказать всем, что он огр с крутыми способностями, но Мори помнит, как в детстве из-за этого потерял друзей. Когда он говорит, что никто не подумает, что он крутой, в барьер въезжает грузовик и начинает летать. Водитель не может управлять грузовиком, и он вылетает из барьера, но прежде чем он успевает упасть на землю, Мори ловит его как супергерой и ставит на землю. Ученики ошеломлены, увидев это, и спрашивают Мори, как он это сделал. Ника пытается сказать, что это была ее магия, но Мори решает признаться в своей истинной сущности. Он думает, что люди будут его бояться, но они говорят ему, что он действительно крутой и жалеют, что у них нет таких способностей, как у него. Мори удивлен, потому что не ожидал этого, и понимает, что в его классе полно дураков, которые примут все, что угодно. С другой стороны, мама Ника Ибуки работает над другим пророчеством. Она направляет свою силу, чтобы пробудить волшебную книгу, которая говорит какие-то цифры, и открыв именно эти страницы и прочитав указанные слова, Ибуки находит свое следующее пророчество, в котором говорится, что собака и капли дождя принесут беду. Вернувшись домой к Мори, он спокойно пьет кофе из новой кружки, которую подарила ему Нико, когда она внезапно спускается вниз, одетая в пижаму. Она пытается соблазнить Мори своим невинным обаянием, но он просто ругает ее за лень и то, что она не переоделась, когда вышла из своей комнаты. Нико разочарована и думает, что он ненавидит ее чувство стиля, поэтому решает купить новую одежду. Однако пойти в магазин и потратить деньги – это слишком сложно. Поэтому она решает использовать магию, чтобы скопировать наряды из журнала. К сожалению, эта магия работает только на той части одежды, которую она видит, из-за чего задняя часть полностью просвечивает. Нико смущена этим, но все равно хочет похвастаться перед Мори.
поэтому спускается вниз, все время шагая как краб, чтобы прикрыть спину и привлечь его внимание. И Мори думает, что она хочет нарядиться и выйти на улицу. Она набрасывается на него, говоря, что хотела показать ему только это платье, и Мари говорит ей, что она хорошо выглядит, но в обычной одежде она выглядит лучше. Нико так радуется, услышав это, что забывает о своей спине и бежит в свою комнату переодеваться. Мори все это видит, и они оба пугаются, но Нико быстро переодевается в свою обычную одежду. Она спрашивает его, как она выглядит сейчас, и он отвечает, что его сердце бьется быстрее, но не из-за нее, а потому что на ней старинное платье из 20-х годов. Ника потрясена, узнав, что Мори фанат винтажной одежды, и поэтому он предпочитает ее в обычной одежде, которая принадлежала ее прабабушке. Позже она получает огромную посылку от мамы, в которой в основном ее любимые манги. Есть также посылка от Мори, в которой письмо от Ибуки, в котором она благодарит его за то, что он взял на себя ответственность за ее дочь. Она сообщает ему, где находится святая земля ведьм, которая на самом деле находится в Японии. Она говорит, что пророчество требует много магии, поэтому она пытается накопить свою магическую силу. Пока она не найдет способ помочь Нико, она хочет, чтобы Мори продолжал присматривать за ней. Мори чувствует себя ответственным родителем после прочтения письма и отказывается помогать Нико переносить ее вещи. Он говорит ей сделать это самой и запрещает использовать магию, которая делает вещи легкими. Нико придумывает еще одно заклинание, которое поможет ей переносить в 2 раза больше вещей без побочных эффектов. Она использует заклинание, чтобы создать свою копию, но при этом становится вдвое меньше и теряет половину клеток мозга. У каждой копии остается только 1 клетка мозга. Мори говорит ей, что это даже эффективнее. Но 2 Нико все равно, и они вместе несут коробку, а потом придумывают гениальную идею – использовать магию клонирования на себе, чтобы создать 4. На этот раз у крошечных Нико остается только половина клетки мозга, и они веселятся, перенося по 1 коробке за раз. Мори это надоедает, и он быстро заносит коробки внутрь, а отряд Нико смеется, что работа сделана так легко. Мори говорит им немедленно вернуться в нормальное состояние, но они отвечают, что это займет еще немного времени. Тем временем Мори продолжает читать письмо Ибуки и узнает о ее недавнем пророчестве, в котором говорится, что собаки и дождевая вода принесут несчастье. В этот момент он слышит, как крошечная Ника кричит, а за ней гонится собака. Мори бросается ей на помощь и получает укус от собаки, чтобы спасти ее. Затем он бросает на беспечную хозяйку собаки убийственный взгляд, а Мини Нико окружают ее и начинают плакать. Вскоре они снова сливаются воедино и превращаются в обычную Ника, которая понимает свою ошибку и извиняется перед Мори. Он говорит ей, что все в порядке, потому что она не пострадала, и Нико идет приготовить ему кофе. Мори снова достает письмо Ибуки и магический круг, который она прислала вместе с ним. Магический круг исчезнет, как только произойдет несчастье, упомянутое в ее пророчестве, и она просит Мори быть осторожным, пока это не случится. Вскоре начинается дождь, но Нико решает купить пасту из красной фасоли, потому что это лучший способ восполнить ее ману. Мари идет с ней, чтобы защитить ее и сохранить пророчество в тайне. Внезапно он просит ее зайти под его зонтик, и сердце у нее замирает. Она становится еще счастливее, когда Кара замечает, что она идет под зонтиком с Мори, и после этого они уходят в уединенное место. Ника уверена, что Мори собирается признаться ей здесь, но он просто просит ее отойти в сторону и зовет преследователя, который следит за ними. По совпадению выходит человек в маске собаки, и Мори настораживается. Однако Ника узнает в маске собаки Уандера, главного героя ее любимого аниме. Мори это не волнует, потому что он понимает, что преследователь силен, и они оба внезапно нападают друг на друга. Но затем преследователь достает магический посох и использует его, чтобы управлять ветром и оттолкнуть Мори. Мори решает тоже не сдерживаться и посылает в него мощную ударную волну. Преследователь блокирует ее, но это была всего лишь уловка, и Мори уже позади него, чтобы обезвредить его. Он решает снять маску, прежде чем победить его, и к удивлению оказывается, что это кто-то, кого знает Мика. Она представляет мальчика как Кена, Тенгу или горного духа, которого она знает со времен тренировок. Кинг растроган, увидев Мика, и говорит Мори, что просто проверял его силу, чтобы узнать, сможет ли он защитить Нико. Затем он заявляет, что тоже здесь, чтобы защитить ее. Вскоре они добираются до дома Мори, и Кен продолжает разговаривать с Ника, даже не глядя на Мори, что заставляет его немного ревновать. Вдобавок ко всему, Кен имеет наглость попросить еще один гамбургер, и Мори решает бросить ему на лицо еще горячую котлету. Кен набрасывается на него, но Мори это не волнует. Он просто спрашивает, почему он прятался, если тоже здесь, чтобы защитить Нико. Кен отказывается отвечать, и Мори просит Ника заставить его говорить, иначе он это сделает. Нико уже надоела ссора между 2 мальчиками, поэтому она использует заклинание, чтобы оживить зонтик Кана и заставить его говорить от его имени.
Зонтик говорит, что Огра и Тенгу всегда враждовали друг с другом, но в последнее время их отношения наладились. Мэри это не особо волнует. И это бесит Кана. Он говорит, что Огры никогда не заботятся о Тенгу. И только Тенгу слишком заботятся о них. Он начинает болтать о том, что его отец очень завидует тому, что Огры и демоны так популярны в литературе и аниме, а Тенгу даже не привлекают внимания. Мори говорит ему, чтобы он перестал болтать и перешел к делу. Кен признается, что хотел защитить Нико сам, чтобы прославиться. Ника благодарит его за это, но затем зонтик Кана выдает его, говоря, что его не обманут его красивые слова, потому что он взялся за эту работу, потому что задолжал Ибуке огромную сумму. Кан затыкает говорящий зонтик и признается, что потратил слишком много денег на покупку скинов для Fortnite. Ника решает приготовить еще чаю, и как только она уходит, Кен передает Мори еще одно пророчество от Ибуки, в котором говорится, что враг находится в школе. Мори паникует, услышав это, и Кен говорит ему, чтобы он не говорил об этом Нико, иначе ее страхи затянут ее на темную сторону. Однако, как только Нико возвращается, Кен снова начинает вести себя как соперник Мори. Мори говорит ему, чтобы он убирался из его дома, и Кен обвиняет его в расизме. Мори отвечает, что он даже не настолько ненавидит Тенгу, чтобы их ненавидеть, и это заставляет Кена убегать со слезами на глазах. Нико это не нравится, но потом ей приходит в голову идея. Она накладывает заклинание на закуски, чтобы если два человека их съедят, они стали хорошими друзьями. Однако, это работает только с первым, кто съест закуски, и поэтому Ника решает, чтобы Мори съел их раньше Кана. Ей каким-то образом удается это сделать, но вместо дружбы заклинание пробуждает в сердце Мори другие чувства. Жанр аниме меняется на биль за считанные секунды, и Мори хочет обнять Кана за плечи. Хотя Кен хотел внимания от Огра, он не хотел такого внимания. Он отталкивает Мори и выбегает из дома, но останавливается, когда видит, что дети смотрят на их воздушный шар, который застрял на дереве. Кен достает его для них и роняет закуски, говоря детям, чтобы они их съели. Когда первый ребенок съедает их, Кен чувствует желание обнять его за плечи. То же самое происходит с первым мальчиком, когда второй съедает их. В этот момент появляется Мори, и все образуют цепочку, обнимая друг друга за плечи. Вскоре действие заклинания проходит, и Мори и Кен ругают Нику за это. Она извиняется, но тут раздается звонок в дверь, и она идет за очередной посылкой от мамы. Однако вскоре мальчики слышат ее крик и бегут к ней, чтобы увидеть, что она застыла из-за какой-то волшебной одежды. Мика говорит, что получила в посылке одежду и решила ее примерить, но она прилипла к ней. Мори вдруг понимает, что это дело рук врага, упомянутого в пророчестве. Он пытается снять эту одежду, но вдруг на ней появляются глаза именно там, где парень никогда бы не упустил зрительный контакт. Мори говорит волшебной ткани отпустить Нико, но она сжимает ее еще сильнее, говоря, что если они попытаются применить силу, она ее раздавит. Затем волшебное платье улетает вместе с Никой, и Мори пытается догнать ее, но Кен останавливает его, говоря, что они не могут преследовать врага в небе. У него есть идея получше, и он превращается в Аттачи, призывая ворон со всего города, чтобы найти Нико. Одна ворона ведет их к Нико, но она все еще далеко от них. В этот момент появляется зонтик Кана, потому что он тоже хочет быть частью группы, и у Мори появляется идея. Он говорит Кану использовать свой посох, чтобы отправить его к Неко, и использует зонтик как парашют, чтобы увеличить время полета. Волшебное платье решает стать твердым, чтобы защитить себя, и это его единственная ошибка. Мори бьет по платью, разбивая его, но не причиняя Нико физического вреда. Эмоционально и психологически это совсем другая история, потому что с нее срывают одежду. Однако у нее нет времени паниковать, потому что они с Мори падают на землю. Кен посылает им еще один порыв ветра и помогает Нико мягко приземлиться, а Мори падает на землю. Набросившись на Кана и назвав его слабаком, Мори собирает кусочки волшебной ткани. Но теперь они превратились в обычную ткань. Мори задается вопросом, каков был план нападавшего, а Неко явно потрясена, потому что это первый раз, когда она оказалась в опасности не по своей вине. Мори говорит ей расслабиться, потому что теперь они будут осторожнее. Кен подходит к нему и показывает, что магический круг не исчез, а значит, это не было трагедией в пророчестве. И теперь Нико тоже поняла, что кто-то нацелился на нее. Внезапно Кан заявляет, что теперь он тоже будет жить с ними, потому что это обеспечит лучшую безопасность для Николы. Мори не очень-то хочет еще одного соседа по квартире, но тут зонтик Кана выдает его, говоря, что он до сих пор жил в квартире и у него почти нет денег. Мори набрасывается на него за то, что он слишком небрежно относится к деньгам, а Кан винит во всем зонтик, но потом Нико просит их попытаться поладить друг с другом. Она говорит Мори, что все будет легко решено, если он просто проявит немного больше интереса к Кану,
потому что это именно то, чего он хочет. Она знает, что у них обоих нет друзей, кроме нее, и говорит им просто подружиться друг с другом. Вскоре после этого Кен начинает жить у моря, и через несколько дней он становится другом для всех в округе благодаря своим навыкам экстраверта на уровне 999. Через несколько дней к Нико подходит мальчик по имени Хара со странной просьбой. Он просит ее наложить на него заклинание, чтобы он стал невидимым, потому что ему не нравится внимание со стороны других. Мори и Кен говорят ему не убегать от своих проблем, но Нико называет их идиотами, потому что они даже не знают, что у Хары хронические проблемы с желудком, и ему нужно заклинание невидимости, чтобы ходить в туалет во время урока, не привлекая внимания. Мори говорит ему повзрослеть и просто рассказать об этом учителю. Но у Хары травмирующее прошлое из-за того, что его дразнили из-за проблем с пищеварением. Пока они обсуждают проблему, Мори вдруг замечает, что Нико все это время была с ними. Он оборачивается и не видит ее. Но как только она меняет положение рук, все сразу удивляются, как будто она появилась перед ними из ниоткуда. Нико говорит, что это заклинание делает присутствие цели действительно незаметным, и это будет идеально для Хары, потому что он может включать и выключать его жестами рук. Позже Хара вдруг чувствует, что его желудок вот-вот взорвется и решает попробовать заклинание Нико. Когда он скрещивает руки, никто не замечает его, даже когда он ударяется о парту, вставая и нервно выходит из класса. Затем он бежит в туалет, но учитель физкультуры с лицом гориллы чувствует его благодаря своим острым инстинктам. Хара паникует, но тут на помощь приходит Мори, скрывая свое присутствие, но активно двигаясь, чтобы привлечь гориллу к себе. Хара благодарит его за жертву и бежит в туалет, но как только он отменяет заклинание и начинает свое дело, туда заходит группа парней. Вместо того, чтобы смеяться над ним за то, что он какает во время уроков, ребята говорят ему быть осторожнее и уходят, и Хара понимает, что вел себя по-детски. Позже он благодарит Нико за помощь и говорит, что теперь он понял, что должен быть увереннее. Внезапно волшебный камень в посохе Нико начинает светиться. Она объясняет, что все начинающие ведьмы получают синий волшебный камень, и когда они завоевывают доверие людей, он становится белым, пока они не станут полноценными ведьмами. Сейчас благодарность Хары помогла Нико немного повысить уровень, и она благодарит его за помощь. Однако, пока они мирно разговаривают, они не замечают таинственную девушку, наблюдающую за ними с соседнего дерева. Позже, когда Мори и другие идут домой из школы, один старик просит их помочь, потому что под его машиной сидит кошка и не хочет уходить. Мори просто поднимает машину, и кошка убегает. Все впечатлены его силой, и девушки просят его прийти и выкорчевать дерево в их саду. Мори говорит им, что он не садовник, не понимая, что девушки, вероятно, хотят, чтобы он посадил семена, а не выкорчевал дерево. В любом случае, он идет домой со своими друзьями, и тут кошка превращается в ведьму-преследовательницу. Ее зовут Немумия, и она продолжает смотреть на Мори, решив сделать его своим фамильяром, но не может подойти к нему, потому что стесняется. Тем временем Нико и Кан завидуют, что Мори привлекает больше внимания, чем они. Внезапно они замечают, что Нему следует за ними в образе кошки, и она пугается, потому что не думала, что ее поймают. Нико и Кан пытаются поиграть с ней, но она враждебно настроена по отношению к ним. Ее единственная цель — сделать Мори своим фамильяром, потому что она знает, что он очень силен. Однако проблема в том, что она очень застенчива и даже не может заговорить с мальчиками. В любом случае, пока она думает обо всем этом, она рассеянно следует за Мори до его дома и даже заходит внутрь. Нему не знает, что делать теперь, когда она так близко к Мори. Но тут приходит Нико, чтобы погладить ее. Нему убегает от нее, а Кен пытается ее поймать, поэтому Нему паникует и даже не замечает, что оказалась на коленях у Мори. Ее сердце замирает, когда она оказывается у него на коленях, и тогда Мори решает показать своим друзьям, как правильно гладить кошку. Нему пытается убежать, но не может даже пошевелиться из-за его обаяния, и Мори нежно гладит ее, заставляя чувствовать то, чего она никогда раньше не испытывала. Она полностью расслабляется, потому что чувствует себя в безопасности в руках Мори, но от этого ей хочется спать, и она понимает, что попала в просак. Если она заснет в образе кошки, то, проснувшись, снова станет человеком. И если это произойдет, она боится, что Мори будет считать ее извращенной преследовательницей. Однако его нежные поглаживания слишком приятны для нее, и она засыпает у него на руках. Вскоре она просыпается и сразу же слышит, как Кан кричит, что это человек, и она ужасно пугается. Однако оказывается, что Кан просто нашел человеческую игрушку, чтобы пополнить свою коллекцию игрушек для эволюции, и Мори с Каном тоже смотрят на нее. Поняв, что ее еще не обнаружили, Нему тихо выходит из дома. Через пару дней Нико накладывает на браслет девушки заклинание удачи, чтобы она добилась успеха, когда признается в своих чувствах.
Однако это заставляет ее задуматься о том, что ей тоже очень нужен парень. В следующий раз, когда она будет с моря, она надеется, что он вдруг признается ей в своих чувствах, но он просто спрашивает, сколько она весит, чтобы проверить ее здоровье. Нико злится на это, но быстро замечает, что девушки вокруг нее влюблены в море, и ее гнев тут же превращается в ревность, но он этого не замечает. Кен, с другой стороны, замечает, что Нико действительно влюблена в море, и говорит ей об этом, когда они остаются дома одни. У Ника в голове пустота, и она начинает жаловаться, что море такой скучный и бестолковый, но Кен считает, что она недостаточно старается, чтобы привлечь его внимание. Внезапно по телевизору показывают рекламу средства для волос, и у Кена появляется идея. Он говорит Нико, что ее развивающиеся волосы привлекут внимание моря, и они решают осуществить свой план в школьном коридоре, используя его посох ветра. Они занимают свои места как раз перед началом обеденного перерыва, и когда Ника видит приближающегося моря, она просит Кана обдуть ее легким ветерком. Кен следует ее указаниям, и ее волосы мягко развиваются на ветру, но это только вызывает любопытство у моря, потому что он совсем не чувствует ветра. Ника разочарована, что он не замечает ее, и просит Кана усилить ветер, что он и делает. Внезапно Нико выглядит так, будто она превращается в Супер Саяна, и море немного пугается. В этот момент приходит учительница и решает проверить, что происходит, но из-за сильного ветра бумаги в ее руках разлетаются. Она кричит, что в бумагах указаны размеры тел всех девочек, и по школе тут же прокатывается волна паники. Море решает спасти положение и бросается вперед, взбираясь по стенам и хватая каждую страницу, даже не глядя на нее. Девочки начинают кричать его имя, и Ника расстраивается, что не смогла привлечь внимание моря, но он стал еще популярнее. На следующий день парень по имени Иши просит Ника встретиться с ним во время обеда или во время школьной поездки. Ника рассказывает об этом своей подружке, и они уверены, что Иши собирается признаться ей в любви. Ника не думает, что это произойдет, но Кара и Кирими говорят ей, что есть знаменитое дерево влюбленных, куда они ходят на школьную экскурсию. И если двое людей пообедают под ним, они начнут встречаться. Ну, Кан все это время шпионил за Нико, и когда они возвращаются домой, он говорит Нико признаться Мори в своих чувствах под этим деревом, и у нее в голове все путается. Она думает, что Мори не захочет встречаться с такой глупой девушкой, как она, которая постоянно все портит, и ей лучше сосредоточиться на тренировках, а не на романтических отношениях. Кан тут же говорит ей, что это чушь, и просит не притворяться крутой. Ника признается, что она просто боится признаться Мори в своих чувствах и получить отказ. Кен также рассказывает ей, что однажды у него был разговор на эту тему с Мори, который совершенно безжизненным взглядом сказал ему, что он просто фамильяр и телохранитель Нико, и чувства к ней помешают его работе. Ника смущается, услышав это, и говорит, что Мори, наверное, даже не думает о романтике. Однако Ким говорит ей, что он искренний человек, который скрывает свои истинные чувства. Он уверен, что Мори считает Нико кем-то очень дорогим для него, и ей нужно встряхнуть его, чтобы вывести эти чувства на поверхность. Вскоре наступает день школьной поездки, и по дороге Ника говорит Мори, что кто-то попросил ее встретиться под деревом влюбленных. К ее разочарованию, Мори ведет себя совершенно равнодушно и даже решает не охранять ее во время встречи, чтобы она могла побыть наедине. Нико спрашивает его, не против ли он, если она будет встречаться с другим парнем, и он отвечает, что просто хочет, чтобы она наслаждалась школьной жизнью, как обычная девочка. Ника расстраивается из-за его слов и уходит, но настроение Мори портится, когда она уходит. Позже, когда класс добирается до места назначения и делает перерыв, Мори замечает парня с мишенью на бумажном пакете и тут же спрашивает его, нравятся ли ему военно-воздушные силы или что-то в этом роде. Парень по имени Кега оказывается заядлым фанатом рок-музыки и особенно нишевых субкультур. Он находит общий язык с Мори, который любит винтажную моду, а рок-мода – одна из нишевых субкультур, которые его интересуют. Они сразу же находят общий язык, и Мори уходит, довольный тем, что у него появился новый друг. Внезапно к нему подходит девушка из его класса и просит поговорить с ней, и невозмутимый Чад следует за ней. Тем временем Нико идет к дереву влюбленных, чтобы встретиться с Иши, и очень нервничает из-за этого. Однако вместо того, чтобы быть тайным местом, дерево похоже на аэропорт, где каждый пытается попытать счастье. Там целый класс ждет Нико, и она подходит к Лулу, думая, что все они здесь, чтобы признаться ей в любви. Однако оказывается, что они просто хотят, чтобы Ника наложила на них чары удачи, чтобы они могли объединить ее силу с эффектом дерева и добиться успеха в своих предложениях. Ника тут же убегает, потому что не собирается брать на себя ответственность за такую большую группу. И все следуют за ней. Она прячется, уменьшившись в размерах, а затем улетает на своей метле. Однако она врезается в чью-то грудь и падает в карман, и по совпадению это оказывается никто иной, как сам Мори. Девушка, которая привела его сюда, открыто просит его стать ее парнем,
и сердце Нико начинает биться быстрее, когда она думает, что он ей ответит. Мори говорит, что не может встречаться с этой девушкой, потому что даже не знает ее, и тогда девушка спрашивает, нравится ли ему кто-нибудь, и он четко отвечает, что ему никто не нравится в романтическом плане. Сердце Нико замирает, когда она это слышит, но затем Мори говорит, что есть кое-кто, кого он считает дорогим. Ника сразу вспоминает слова Кана о том, что Мори считает ее дорогой, и то, как он ее описывает, ясно дает понять, что он говорит о ней. Девушка говорит ему, что его чувства не сильно отличаются от любви, и спрашивает, был ли у него когда-нибудь момент, когда он влюбился в нее. Мори начинает думать об этом, но Ника ясно помнит момент, когда она влюбилась в него. Это был день, когда ее отец ушел из семьи, потому что больше не мог жить с двумя ведьмами в доме после того, как ее магические способности вышли из-под контроля и разрушили их дом. Она плакала, потому что чувствовала, что все будут ненавидеть ее из-за ее способностей, и хотела, чтобы папа снова взял ее на руки. И тут Мори обнял ее и поднял. И тогда она влюбилась в него. Как только Ника выходит из воспоминаний, она замечает светящийся свет, исходящий из сердца Мори. Она подходит, чтобы посмотреть ему в лицо, и видит, что он улыбается, потому что нашел момент, когда влюбился в Нико. Он оставляет девушку с этим, и тут Ника понимает, что ее чары вот-вот рассеются. Она улетает. Но сильный порыв ветра толкает ее обратно к Мори прямо перед тем, как чары рассеиваются. Мори в шоке видит ее, но ему удается поймать ее, и Ника чувствует бабочек в животе. Через несколько дней Кан и Нико открывают свой канал на YouTube, и их контент просто случайная чушь. Мори решает поговорить с ними об этом. И Кен говорит, что бездомный в парке сказал ему, что он может легко заработать на видео на YouTube. Мори говорит им, что стать успешным ютубером непросто, и решает проверить их канал, чтобы оценить качество контента. Оказывается, они записывают для своих видео случайные вещи, которые не имеют никакой последовательности, и их игра с миниатюрами тоже очень слабая. Мори ругает их за то, что они даже не сделали элементарную домашнюю работу, прежде чем открыть канал на YouTube. У них всего 15 просмотров и 3 комментария к их лучшему видео, и все они от их друзей. Мори уже сыт по горло их слабым контентом и говорит им создавать уникальные видео, которые покорят сердца зрителей, не раскрывая их магические способности. Кан и Ника говорят ему, что у них нет никаких уникальных идей, и Мори решает познакомить их с кем-то, кто может помочь ему с этим. На следующий день он приводит их к Кейго, говоря, что тот может помочь им с их каналом на YouTube. Кейго подтверждает это, говоря, что у него тоже есть канал на YouTube, и он освещает там разные темы. Но потом он ведет себя так, будто он уникальный и необъяснимый одиночка в этом мире. Кен все больше раздражается, когда Кейго болтает о себе, и когда он больше не может этого выносить. Он сердито взъерошивает волосы, говоря ему, чтобы тот уже показал им свои видео. Кейго становится так неловко, что он решает выполнить просьбу Кана. Он открывает видео, где делает обзор фильма, но вместо того, чтобы говорить о режиссерах, начинает болтать о режиссерах, а потом о себе, как о странном парне с уникальными вкусами. Кену это надоедает, и он пытается перейти к видео, спрашивая Кейго, не хочет ли тот сходить к психотерапевту, если ему нравится слушать себя. Он говорит, что у Кейго даже не так много просмотров, поэтому он не может им помочь, но Мори ругает его, говоря, что Кейго гораздо профессиональнее таких неудачников, как он. Затем он замечает видео с большим количеством просмотров, и Кейго объясняет, что это было о его игре, и видео стало вирусным, и Мори находит идею, которую они могут использовать. Сначала он просит Кейго научить Нико и Кана редактировать видео, делать миниатюры и другим важным для YouTube вещам. После этого Мори говорит им, что они будут играть в игру, которую Кейго сделал для их видео. Он берет у Кейго оборудование и устанавливает зеленый фон. Он решает, что Ника будет играть в игру, потому что общеизвестно, что милые девушки привлекают больше зрителей, а Кан будет оставаться в тени и просто комментировать. После съемок Мори и Кейго занимаются микшированием звука и редактированием, и получившееся видео становится вирусным на YouTube. Кан и Нико очень рады этому, но Мори и Кейго, которые проделали всю тяжелую работу, очень устали. Мари говорит им, что если они будут делать такие уникальные видео и использовать свои сильные стороны, то добьются успеха. Следуя этому рецепту, они снимают еще пару видео, которые набирают много просмотров, но как только они добиваются успеха, Кан и Нико устают и бросают канал. На следующий день в школе Ника разговаривает с Сузукой, которая красива и грациозна во всем, что делает. Ника очень впечатлена ею и думает, что Сузука, возможно, одна из тех девушек, которые хороши во всем. Однако, когда она открывает свои записи, она обнаруживает, что у нее ужасный почерк. Ника в шоке, а позже Сузука приходит к ней и говорит, что она плоха во многих вещах, несмотря на строгие уроки бабушки. Она умоляет Ника наложить на нее заклинание, которое сделает ее более умелой во всем, и набрасывается на нее. В любом случае, Нико помогает ей успокоиться и говорит, что она не может наложить заклинание на все, и у заклинаний тоже есть ограничения по времени.
Однако Сузука в отчаянии, потому что ее бабушка хочет проверить ее навыки на чайной церемонии, и если она не справится, то ее уроки станут еще сложнее. У Ника нет заклинания, которое сделало бы ее умелой, но у нее есть кое-что полезное. Она просит Мори и Сузуку вытянуть руки вперед, а затем накладывает заклинание, чтобы замедлить их движение. Тело Сузуки двигается точно так же, как Мори, и Нико говорит ей, что теперь она может пройти тест на чайной церемонии с его помощью. Мори паникует, потому что теперь ему нужно освоить навыки чайной церемонии за неделю, но благодаря учебе и помощи чайного клуба ему удается сделать это раньше срока. За день до церемонии Мори решает провести пробный запуск и зовет Кейга. Потому что только у него есть умные очки, которые могут передавать видео в реальном времени о том, что происходит в другой комнате. Однако прежде чем они успевают приступить к практике, прибегает Сузука и сообщает, что ее бабушка изменила расписание и тест состоится сегодня. Все паникуют, но решают придерживаться первоначального плана. Сузука даже не может ответить бабушке, потому что ее рот синхронизирован с Мори. Нико говорит ему просто отвечать «да», бабушка на все, и он отвечает как попугай, даже когда она спрашивает Сузуку, не надоедает ли ей. Это бесит старую коргу, и она приказывает Сузуке немедленно начать церемонию. Первый шаг — открыть дверь, которая состоит из 3 частей, но поскольку Мори не тренировался и не чувствует, к чему прикасается Сузука, ему приходится нелегко. Старушка пугается, когда Сузука продолжает царапать дверь, а затем Мори внезапно открывает ее со всей силы. В любом случае, они переходят к следующему шагу — войти в комнату, опираясь на большие пальцы. Мори использует нужное количество силы, чтобы двигаться, но этой силы достаточно, чтобы Сузука подпрыгнула, как лягушка. На следующем этапе Сузука должна съесть конфету, и Мори удается заставить ее сделать все идеально. Но какой-то придурок придумал положить вместо конфеты печенье, чтобы было удобнее. Мори откусывает печенье и проглатывает его, а Сузука делает то же самое, но с леденцом. Она не может с этим справиться и рефлекторно выплевывает все. Старушка волнуется, увидев это, но чайная церемония каким-то образом продолжается. Следующий шаг — выпить чай. И хотя Мори удается сделать это идеально, он даже не замечает, что у Сузуки чай на губах. Он заканчивает церемонию, а Сузука выглядит как клоун с незавершенным макияжем, и бабушка проваливает ее. В этот момент в комнату влетает опасный шершень и угрожает напасть на старушку, которая пугается, увидев его палец. Мори хочет помочь ей, и ему в голову приходит идея. Он берет все, что может найти рядом с собой, а Сузука берет сервировочную ложку. Мори заставляет ее ударить шершня точным и элегантным движением боевого искусства. И этого достаточно, чтобы традиционная одержимая бабушка сошла с ума. Она объявляет, что Сузука прошла тест, потому что показала элегантный пример использования боевых искусств в реальной жизни. В следующем месяце Кан не может заплатить за квартиру, потому что потратил все свои деньги на глупости и умоляет Мори позволить ему остаться бесплатно. Однако Мори отказывается и говорит ему заплатить своим телом. Кен нервничает, думая, что Мори хочет, чтобы он стал его любовником. Но Мори просто дает ему заявление о приеме на работу на неполный рабочий день, где нужен спортивный подросток, который будет изображать героя. Кен закатывает истерику, что не хочет работать, потому что это сделает его взрослым, а взрослые скучные. В любом случае, Кен идет на прослушивание и впечатляет режиссера, который говорит ему, что все равно собирался взять его на роль статиста, но увидев его способности, изменил свой план. Теперь он хочет, чтобы Кен заменил их главного актера, который недавно получил травму, и Кен не может поверить в свою удачу. Начинается репетиция, и Кен смотрит, как начинается шоу о жизни скучного офисного работника, но становится интереснее, когда коллега начинает флиртовать с женатым героем. Однако в тот момент, когда Кен думает, что все идет хорошо, красивая девушка превращается в злодейку и наступает его очередь сражаться. Он сразу же побеждает босса, и режиссеру приходится сказать ему, чтобы он сначала разобрался с приспешниками. На этот раз Кен быстро расправляется с приспешниками, а затем история возвращается к скучной жизни героя, которого отчитывает начальник, а потом он забывает о годовщине своей свадьбы. Его жена злится на это и наказывает его, делая что-то извращенное, и Кен не может с этим справиться. В любом случае, это была всего лишь репетиция, а настоящее представление будет проходить на сцене перед зрителями. Пока Кен просто отдыхает, он видит парня, который изображает злодея, и замечает его раненую ногу. Мужчина говорит ему, что изначально он был героем в маске, но из-за травмы ему пришлось играть злодея. Он рассказывает, как его сын был рад видеть его героем, но теперь он разочарован. Кену жаль этого человека, и он понимает его сына, поэтому решает немного изменить ситуацию. Он заставляет раненого надеть костюм героя, чтобы тот стал героем в глазах сына, а сам становится злодеем вместо него. Когда начинается шоу, злодей начинает издеваться над героем, и режиссер сразу понимает, что только Кен может выйти за рамки сценария.
Тем временем актер-герой нервничает из-за своей травмированной ноги, но Кен говорит ему делать все, что он может. Он слегка бьет его и драматично бросается на него, впечатляя зрителей. Все впечатлены этим, особенно сын героя, но режиссер не впечатлен и урезает зарплату и Кейну, и другому парню. Кейн разочарован и говорит Мори, что, возможно, он не подходит для этой работы, но Мори говорит ему, что любое рабочее место выиграет от такого веселого персонажа, как он. Он говорит ему попробовать больше подработок в этом месяце, а с арендой можно подождать, но в следующем месяце ему нужно будет заплатить за оба месяца сразу, иначе его накажут. Кен воодушевляется, услышав это, и говорит, что сделает все возможное. Но у него ничего не получается, и в конце концов он становится извращенной крепостью Мори. Через пару дней Кара приходит к ним домой с просьбой. Она кладет на стол кучу измельченной бумаги и просит Нико разобрать ее, потому что что-то важное для нее случайно попало в измельчитель. Она также знает цену заклинания. Поэтому она принесла свое любимое платье в качестве жертвы. Но Нико говорит ей, что это не сработает, потому что здесь есть и другие документы. Кара расстраивается, услышав это, но принимает свою судьбу, а Мори становится любопытно, что за важный документ был уничтожен. Кара отвечает, что это было письмо от ее покойной матери, а тот, кто положил его в измельчитель, был ее отцом. Сегодня утром она застала отца за чтением письма, адресованного ей, которое ее мама написала перед смертью. Однако, когда Кара попросила его показать ей письмо, он разорвал его, чтобы она не прочитала. Она была в ярости и принесла все сюда, а Мори думает, что в письме должно быть что-то, чего он не хочет, чтобы она знала. Нико, с другой стороны, полностью сочувствует своей подруге и решает восстановить письмо с помощью магии. Сначала она достает все части письма из мусора, что легко сделать из-за зеленой бумаги, и Мори тоже помогает ей. Кара говорит им, что не нужно так стараться, но они отвечают, что так поступают друзья. Кара растрогана, услышав это, и, крепко обняв Нико, присоединяется к ней. Когда они разделяют зеленые полоски бумаги, Кара говорит, что, возможно, уже знает, что написано в письме. Она рассказывает, что однажды, когда они были у родственников, она услышала, как кто-то сказал, что Кара родилась от предыдущего брака ее мамы, и они держали это в секрете, чтобы она ладила со своим новым папой. Кара говорит, что ее не волнует, что ее отец не является ее биологическим отцом, потому что она считает его своим настоящим отцом. Но Мори говорит, что, возможно, его это волнует больше, чем она думает. В любом случае, в конце дня им удается разделить все части письма, а затем Нико произносит заклинание, чтобы восстановить их. Теперь Кара наконец-то может прочитать письмо своей матери, и в нем содержится шокирующее откровение, к которому она не была готова. Оказывается, она родилась от предыдущего брака ее отца, а ее настоящая мама исчезла вскоре после ее рождения. Отец заботился о ней как об одиноком родителе, пока не встретил кого-то, кто был готов разделить с ним ответственность. Кара не может поверить, что ее мама не была ее биологической матерью, и тут появляется ее отец. Он потрясен, увидев восстановленное письмо, и Мори спрашивает его о его поступке. Он говорит, что было несправедливо навязывать Каре свои чувства, потому что ее мать хотела поделиться с ней правдой. Мужчина говорит, что боялся, что Кара перестанет считать ее своей мамой, если узнает правду, а Кара отвечает, что этого никогда не случится. У них обоих случается эмоциональный срыв, а затем Ника говорит Каре, что в письме написано еще кое-что. Ее мама рассказывает о том, как они впервые встретились, когда ей было всего 3 года, и она была очень рада, что у нее такая милая дочь и любящий муж. Кара начинает плакать, дочитав письмо, а затем обнимает отца. Позже Мори и Нико гуляют вдоль реки, и она все еще переживает из-за истории Кары. Внезапно она замечает, что ее посох светится, а волшебный камень становится немного менее синим, что наводит ее на мысль о том, что она может помочь большему количеству людей быстрее расти. На следующий день она размещает объявление, в котором просит людей обращаться к ней, если им нужна магическая помощь. Вскоре приходит первый запрос от парня по имени Джун, у которого 0% бюджета на анимацию, и это видно. Оказывается, отец Джуна – учитель английского языка в средней школе, и поэтому он говорит так, будто читает предложения из учебника по грамматике. Джун хочет, чтобы Нико помог ему немного улучшить навыки общения, чтобы признаться в своих чувствах. Но она отказывается, говоря, что он должен завоевать сердце девушки, оставаясь самим собой. Все пытаются поднять ему настроение, говоря, что он справится, и он им верит. И тут он видит, как девушка выходит из школы, и все прячутся, чтобы посмотреть на признание из безопасного места. Оказывается, у девушки, в которую влюбился Джун, такие же проблемы с общением, как и у него. И Мори и другие думают, что, может быть, теперь он сможет уверенно пригласить ее на свидание. Затем Джун приводит девушку к ним и представляет ее как свою девушку, потому что они оба увидели между ними особую связь и решили пропустить все формальности. Все очень рады за них и благодарят за помощь. Джун отдает им билеты в кино, которые собирался использовать на первом свидании.
потому что теперь они собираются играть в теннис. Кен и Кейга придумывают какие-то отговорки, что они заняты в этот день, а Мори спрашивает Нико, свободна ли она. Она очень рада это слышать, потому что в ее представлении это свидание. Позже она обсуждает это с Каном и Каго, которые стали ее вторыми помощниками. Ника говорит, что выражение лица Мори слишком сложно понять, поэтому он даже не знает, о чем думает. И ее помощники говорят ей, что на завтрашнем свидании ей нужно больше обращать внимание на его выражение лица, чем соблазнять его. С этими словами они выходят из комнаты, но тут же сталкиваются с Мори, которому интересно, что они делали в комнате Нико. Они тут же придумывают отговорку и говорят, что играли в покер. Но они не пригласили Мори, потому что он слишком хорошо умеет сохранять невозмутимое выражение лица. Услышав это, Мори немного расстраивается и начинает думать, действительно ли он так мало выражает эмоции. Тем временем Нико находит заклинание, которое может сделать эмоции людей более яркими, и просит разрешения наложить его на Мори. Она думает, что Мори откажется, но к ее удивлению он соглашается, потому что хочет показать всем, что он не такой скучный, как они думают. Ника с радостью накладывает на него заклинание, и из его головы выскакивает миниатюрная версия Мори, показывая свои настоящие эмоции только ей, хотя он и сохраняет невозмутимое выражение лица. Мини-Мори выглядит растерянным, когда заклинание не меняет его, а когда Ника говорит о фильме, он очень радуется. С этими словами они собираются, и Нико надевает юкату, потому что после фильма они идут на летний фестиваль. Мори начинает читать ей лекцию об истории этого платья, но Ника больше интересует Мини-Мори, которому нравится, как она выглядит, и он даже свистит ей. Позже они идут в кинозал, и вместо того, чтобы смотреть фильм, Ника продолжает смотреть на Мини-Мори, который показывает всевозможные эмоции, а Мори сохраняет невозмутимое выражение лица. Однако, когда начинаются смешные сцены, даже настоящий Мори громко смеется. После окончания фильма они выходят на улицу, и Мори все еще очень рад, что посмотрел его. В этот момент мимо них пробегает ребенок и рассыпает попкорн, но Мори успевает собрать все зерна, прежде чем они упадут на землю, и возвращает их ребенку. Нико понимает, что Мори, возможно, не выражает эмоции на лице, но он выражает свои чувства через действие. Позже они идут на летний фестиваль и вместе смотрят фейерверк, где Мори спрашивает Ника, какие эмоции он сейчас испытывает. Она говорит ему, что у него широкая улыбка на лице, и тогда Мори извиняется за то, что не выражает эмоции. Он говорит, что подавлять эмоции – это часть его характера, но это также помогает ему в тренировках, потому что враги не могут понять, о чем он думает. Ника тоже решает, что с нее хватит, и снимает заклинание, а затем Мори признается, что стал гораздо более эмоциональным с тех пор, как она вернулась. Он рассказывает, что всегда был одиночкой, но после ее возвращения он подружился со многими людьми, и его жизнь стала более насыщенной. Он улыбается и благодарит ее за это, а Нико растрогана до слез. В этот момент она получает сообщение от Кана и Кейга, которые тоже на фестивале. Она предлагает встретиться с ними, но Мори не хочет, чтобы они мешали его свиданию с Нико, и говорит, что они могут встретиться дома. Через пару дней Нико помогает однокласснику сделать фотографии их школы с высоты. Девушка благодарит ее за то, что она осуществила ее мечту, и уходит. Но в этот момент Мори чувствует опасность и прикрывает Нико, когда в них летит роза и вонзается в бетонную колонну позади них. Мори думает, что враг в школе наконец-то напал на них, но человек, который бросил розу, оказывается членом студенческого совета и сертифицированным тиктокером по имени Ибара. Она тут же начинает довольно агрессивно флиртовать с Мори, а потом говорит, что пришла поговорить с Нико. Она говорит, что ее магия может быть опасна для учеников, поэтому студенческий совет решил запретить ей использовать магию в школе. Мори и Нико жалуются, что это несправедливо, но Ибару не волнует их мнение, потому что у студенческого совета больше власти, чем у Трампа в школе. Мори вдруг замечает, что ее персонаж слишком шаблонный, и он слышал, что у всех членов студенческого совета очень шаблонные персонажи, которых они постоянно видят в аниме. Ибара злится на это и бросает в него розу, чтобы он замолчал. Но Мори говорит, что это только подтверждает его точку зрения, потому что она хочет быть доминатрикс. Он уверен, что другие члены студенческого совета прячутся поблизости, чтобы посмотреть на эту драму, и они выходят один за другим. Сначала появляется парень с необычным акцентом, закрытыми глазами и умной внешностью, и Мори понимает, что он из тех, кто предаст любого с улыбкой на лице. Затем появляются секретарши-близняшки, одна из которых — европейская Лоли, а другая — японская, готическая Лоли. Еще есть гениальный хакер из студенческого совета, который еще учится в начальной школе. Мощный громила с комнатной температурой, кровожадный психопат, который любит лизать ножи, и человек, который без причины притворяется таинственным роботом. В этот момент Мори даже не может уследить за количеством шаблонов, которым они следуют, и понимает, что они не просто клоуны, а настоящий цирк.
Он говорит, что такие неудачники, как они, не могут устанавливать правила, и уводит Нико, но это злит студенческий совет, и они нападают на него. Мори одним ударом отправляет их в полет, но тут появляется президент студенческого совета, одетый как генерал. Члены совета тут же выстраиваются в ряд, чтобы поприветствовать его, и президент Тенрю говорит Мори, чтобы он не обижал своих подчиненных, когда они просто выполняют свою работу. Когда Тенрю представляется, Мори понимает, что он старший брат Сузуки, и спрашивает, почему он пытается запретить магию, когда даже его сестра воспользовалась их помощью. Тенрю пытается вести себя круто и харизматично, но в конце концов признается, что члены студенческого совета завидуют Нико, потому что тоже хотят помогать ученикам и стать популярными, но она помогает всем раньше них. В этот момент все, что делает студенческий совет, вызывает у Мори ярость, но он думает, что Тенрю может мыслить логически. Он просит его еще раз подумать о своем решении, и Тенрю решает дать ему шанс снять запрет. Но для этого ему нужно, чтобы Мори присоединился к студенческому совету, потому что им не хватает крутого и послушного бойца в их рядах. Мори злится на это и улетает с Ника, чтобы не иметь дела с этой сумасшедшей толпой. Позже они зовут Кана и Кейга встретиться с ними на крыше, потому что нигде больше они не будут в безопасности от студенческого совета. Кен просит Мори присоединиться к студенческому совету вместо того, чтобы убегать, но тот говорит ему, что ни один здравомыслящий человек не присоединится к этим сумасшедшим. Это напоминает Каго, что на школьном канале YouTube было видео, представляющее студенческий совет, и он решает его посмотреть. Видео начинается в формате «Звездных войн», а затем довольно быстро становится обычным. Однако все члены совета, чудаки и даже Кан и Кейга не могут смотреть на их выходки. Единственный здравомыслящий человек там — Тенрю, и атмосфера в комнате сразу меняется, когда он входит. Затем он обсуждает со всеми школьные проблемы, и Тенрю в итоге все делает сам, потому что все вокруг него — некомпетентные неудачники. Мори начинает понимать Тенрю на духовном уровне, увидев это, но все равно не хочет быть частью его команды. В этот момент Тенрю приходит с мечом в руке и вызывает Мори на бой, и если он получит хотя бы один удар, ему придется присоединиться к студенческому совету. Мори даже не успевает отказаться, потому что президент студенческого совета бежит к нему, и ему приходится убегать. Пару дней спустя кошачья ведьма Ниму приходит к Мори домой, но не может набраться смелости, чтобы позвонить в дверь. Она решает уйти, когда вдруг замечает, что к дому идет сам Маури. Она думает, что сможет поговорить с ним, если он будет один. Но в итоге она превращается в кошку, потому что ей все еще неловко показывать ему свое настоящее лицо. Мори помнит ее, и он впускает ее, и Миму чувствует, что ввязывается во что-то очень опасное. Когда они заходят внутрь, она видит, что Кан и Нико смеются, смотря комедийное шоу, и Мори тоже к ним присоединяется. Когда Ника замечает ее, она начинает обниматься с ней и случайно проливает на нее свой напиток. Миму вся в липком напитке, и Мори решает ее искупать. Она очень стесняется и смущается. Но ее тело помнит ощущение его прикосновений в прошлый раз. Поэтому, когда Мори говорит, что у него нет губки, он будет купать кошку руками. Ниму подходит к нему, не думая ни о чем, потому что ей так хочется его прикосновений. Ей очень комфортно, когда он купает ее, а потом вытирает и снова укладывает спать. Вскоре она просыпается и паникует, думая, что Мори, должно быть, увидел ее настоящую. Но оказывается, что он слишком занят просмотром комедийного шоу и даже не заметил, что на его коленях лежит девочка-подросток. Ниму быстро выбегает из дома, ругая себя за то, что подалась своим желаниям и не нашла в себе смелости довести дело до конца. Затем она понимает, что дошла до леса, и вдруг в ее голове срабатывает сигнал тревоги. Она знает, что это значит, что поблизости колдун, и, несмотря на страх, превращается в кошку, чтобы шпионить за ними. Она находит заброшенный дом посреди леса, где страшный наемник разговаривает со старым и жутким колдуном, и они планируют похитить Нико. Ниму паникует, услышав это, и бежит к дому Мори, чтобы предупредить его о колдуне. Но из-за волнения она не успевает этого сделать, и на следующий день, когда Мори, Неко и Кан возвращаются из школы, начинается дождь. Кен решает осмотреть школу на предмет опасностей, потому что и он, и Мори очень осторожны в дождливые дни, опасаясь пророчества. Он думает, что враг не нападет на них напрямую, даже если они действительно уверены в себе, и тут появляется Ниму, которая наконец набралась смелости заговорить. Она представляется ведьмой, и Мори сразу думает, что она враг. С другой стороны, Кейга избивает хулиган, который хочет его редкие кроссовки. Кейга вспоминает хулигана из средней школы и говорит, что тогда он был другим, и показывает ему волшебную конфету под названием «Капли», которая делает людей сильнее и снимает запреты. Он спрашивает Кейга, не хочет ли тот попробовать, но тот отказывается, и хулиган снова нападает на него из-за кроссовок. К счастью, Кан приходит как раз вовремя и спасает своего друга,
а потом подвешивает хулигана на крыше, пока тот не заплачет. Затем он спрашивает о конфетах и узнает, что нужно оставить свой адрес на сайте, и их доставят бесплатно. Даже если они сообщат об этом в полицию, они не найдут там ничего, кроме сахара, и Кен понимает, что здесь замешана магия. Он спрашивает хулигана о продавце и узнает, что его зовут Волк, и, судя по всему, он учится в этой школе, хотя никто не знает, кто он на самом деле. Кен удивляется, зачем кому-то раздавать что-то настолько мощное бесплатно, и хулиган говорит, что если Волку когда-нибудь понадобятся люди, которым он продает капли, они соберутся по его команде. Тут Кейга вспоминает, что людей, которые принимают капли и ведут себя дико, называют собаками, и это пугает Кана, потому что это совпадает с пророчеством о каплях дождя и собаках. С другой стороны, Мори забирает Ниму домой, и Нико очень рада познакомиться с ведьмой. Ниму не может сказать ей, что они уже встречались, но тут Мори говорит Нико, чтобы она перестала болтать. Он говорит Ниму, что не доверяет ей до конца, потому что она может быть врагом, а она говорит ему, что она не враг, но она их видела. Она объясняет, что вчера у нее впервые сработала сигнализация об опасности, а это происходит только тогда, когда они сталкиваются с колдуном. Нико даже не знает, кто такие колдуны, и Ниму говорит ей, что колдуны, как и ведьмы, практикуют темную магию. Они всегда были врагами и даже вели долгую войну в прошлом, в которой колдуны были уничтожены. После этого ведьмы создали систему оповещения, чтобы защитить себя от нападения оставшихся колдунов и не дать им перейти на темную сторону. Затем Ниму рассказывает Мори и Нико о колдуне и наемнике, которых она видела вчера, и они паникуют, спрашивая, почему эти люди нацелились на Нико. Ниму говорит ему, что он уже должен знать, что Нико очень могущественна. Она говорит, что Ника должна быть тысячелетней ведьмой, которая рождается раз в 1000 лет. Она владеет 1000 заклинаний и спасет 1000 людей, и колдун, вероятно, хочет заполучить ее силу. С другой стороны, к Кану подходит парень по имени Волк, который сразу же вызывает его на бой. Они идут для этого под мост, и Кан терпит поражение от Волка, который сам получает немало повреждений. Кен не может поверить, что проиграл, и вдруг понимает, что Волк — это та опасность, о которой говорилось в пророчестве. Тем временем Волк говорит ему предупредить Мори, что он следующий, но Кен встает и спрашивает, кто он такой. Волк говорит ему не вставать, потому что он не сможет победить, но Кен не хочет проигрывать здесь. Он провоцирует Волка напасть на него, и когда тот это делает, он внезапно становится невидимым с помощью магического плаща. Волк думает, что он убежал, но Кен неожиданно нападает на него. Это злит Волка и одновременно возбуждает его, и он решает избить Кана еще сильнее. Вскоре после этого Нико и другие слышат, как что-то бросают перед их воротами, и когда они открывают дверь, то видят, что там лежит без сознания Кан. Они сразу же заносят его внутрь, и Ника накладывает на него исцеляющее заклинание, что невероятно сложно и утомительно. Она может лишь немного облегчить его состояние, прежде чем сама упадет в обморок, и Мори приносит ей перекусить, чтобы восстановить силы. После этого Кен рассказывает им о конфетах и о том, что они капли дождя в пророчестве. Он также рассказывает о Волке и о том, что тот был необычайно силен, а Ниму говорит, что за этим стоит колдун-чародей. Кен смущается, увидев новое лицо, но представившись, она продолжает свою теорию. Она говорит, что обычно трудно заколдовать много людей, но если их заставить есть конфеты, заколдованные магией промывания мозгов, в течение долгого времени, они в конце концов попадут под чары. Она считает, что Волк был первым, кого колдун заколдовал напрямую, и поэтому он такой сильный. И он должен возглавить армию людей с промытыми мозгами, чтобы напасть на Нико. Что же, теперь Мори знает, что делать, и просит Ниму снова найти дом колдуна. Он просит Кана отдохнуть дома, а Нико пойдет с ним в школу, потому что с ним она будет в безопасности. Ниму думает, что Мори удивительно спокоен, учитывая ситуацию, и Кан говорит ей, чтобы она не велась на его невозмутимый вид. На следующий день Мори угрожает наркоманам в школе, чтобы они нашли Волка. Но первый парень ничего ему не говорит. Когда он гонится за вторым парнем, Нико пытается помочь ему, делая землю скользкой. Но из-за этого падают только они с Мори, а их цель умеет кататься на коньках. К счастью, Кейга тоже хорошо катается на коньках и догоняет парня. Мори допрашивает его и узнает, что Волк любит демонстрировать свое превосходство с помощью страха. Затем парень рисует плохой набросок лица Волка и говорит, что однажды он сказал что-то вроде того, что скоро соберет всех собак. После этого Мори благодарит Кейга, но просит его держаться подальше от этого дела, потому что это опасно. Однако Кейга уже связался с Волком и заказал у него конфеты, чтобы получить больше информации. Мори и Ника спрашивают его, почему он так много для них делает, и Кейга говорит им, что раньше он был фигуристом. Но после несчастного случая он потерял уверенность в себе и стал одиночкой. Однако после встречи с Никой и другими его жизнь начала налаживаться, и он захотел помочь им как друг.
Когда они возвращаются домой, Нико чувствует себя бесполезной, потому что все пытаются ей помочь, а она ничего не может сделать. Мори знает, что ведьмам нельзя нападать на кого-то с враждебностью, иначе они могут перейти на темную сторону. Вот почему ведьмы-ученицы не могут использовать атакующую магию из-за установленного на них ограничителя, и им нужны сильные существа, такие как Огры и Тенгу, чтобы их охранять. С другой стороны, Миму не может найти дом в лесу и понимает, что он был создан с помощью магии, и она попала туда, потому что случайно коснулась магического круга, ведущего к нему. Вскоре она снова находит магический круг и видит, как волк тренируется перед предстоящим боем, ломая деревья голыми руками. Колдун говорит ему не волноваться, потому что они выполнят свою миссию сегодня вечером. Ниму очень волнуется и убегает, чтобы предупредить Мори, но колдун ловит ее. Она понимает, что Ниму на самом деле ведьма, превратившаяся в кошку, и решает убить ее. Ниму в ужасе, но тут ее внезапно подхватывает волк. Он решает спасти ее, потому что любит кошек, а колдун говорит ему, что он слишком дерзкий для фамильяра. Как только Ниму собирается что-то понять, колдун дает ей таблетку, от которой она засыпает и возвращается в свою обычную форму, чтобы не мешать их планам. Затем он говорит волку отправить собак за Неко, пока он сражается с Мори, и тот очень этому рад. С другой стороны, Мори и другие тоже понимают их план и предупреждают Мори, что он будет на равных с волком. Мори просит Ника поддержать его, потому что они могут победить, если будут работать вместе, и она с радостью соглашается. Затем он просит Кана найти колдуна и обезвредить его, потому что это освободит всех мальчиков, находящихся под его контролем. В этот момент прибегает Кейга, потому что получил вызов от волка, который собирает всех собак в парке для большой миссии. Они следуют за Кейго в парк, где их ждет толпа накачанных наркотиками парней. Внезапно Кейга останавливается, чтобы завязать шнурок, и говорит всем идти вперед. Они так и делают, но затем Мори наступает на магический круг и телепортируется в другое место. Кейга следует за ним, и когда Ника и Кен оборачиваются, их уже нет. Мари оказывается перед домом колдуна, и Кейга благодарит его за то, что он доверился ему и ослабил бдительность. Мори спрашивает его, что это значит, и Кейга объясняет, что ведьма связалась с ним раньше и предложила стать ее фамильяром. В обмен на это она могла бы вылечить его старую травму, из-за которой он бросил кататься на коньках, и Кейга решил принять предложение. Мори не может поверить, что он тоже из семьи фамильяров, и Кейга рассказывает, что он из семьи оборотней и может превращаться по желанию, когда видит что-то в форме полумесяца. Затем он смотрит на свою повязку и начинает превращаться. Он говорит, что как огры потеряли свои рога, а Тенгу, крылья, оборотни тоже не превращаются в волков. Они просто становятся намного сильнее, и их характер меняется. Точно так же, как Кейга только что превратился в волка. Мори даже не может понять, что происходит, и Кейга начинает нападать на него. Однако Мори в полном порядке даже после атак. И он говорит Кейго, что этого было бы достаточно, чтобы победить Кана, но он устроен иначе. Затем он бьет его в живот, вырубая. С другой стороны, Миму просыпается на скамейке в реальном мире и получает сообщение, что остальные члены группы отправились в парк, чтобы сразиться с колдуном. Тем временем Мика начинает нервничать, увидев группу сумасшедших парней, когда срабатывает ее оповещение. Кен пытается дозвониться до Мори и Кейга, но они не отвечают, поэтому он решает разобраться с толпой сам. Ника беспокоится, потому что Кен не сможет справиться со всеми в одиночку, особенно когда он ранен, но он говорит, что им нужно что-то делать. Затем Нико решает наложить заклинание, которое сделает их присутствие незаметным, и они пробираются в толпу, пытаясь найти, где прячется настоящий колдун. Однако она чувствует их магию и приказывает своим приспешникам напасть на них. Кан и Нико немедленно отступают, и Кан решает сражаться. Но затем Ника приходит в голову рискованная, но более эффективная идея. Она убеждает Кана следовать ее плану и летит над толпой, заставляя их преследовать ее. Однако она сделала это только для того, чтобы определить местонахождение колдуна, который все еще невидим и может напасть на нее. Колдун понимает это, и она использует магию, чтобы найти Кана и посылает своих приспешников напасть на него. Но оказывается, что Нико клонировала его, и его второй клон нападает сзади, вырубая ее. Большой здоровяк тоже вырубается, но он не колдун. Вместо этого колдун — крошечная старая ведьма, летающая в маленьком причудливом горшке, и они не могут поверить, что это был тот, о ком они беспокоились. Один удар Кана вырубает ее, и он привязывает ее к дереву, чтобы допросить. Женщина говорит, что она была маленькой девочкой, когда узнала о своих магических способностях, и с тех пор, как она сама научилась магии, стала колдуном. Она просто хотела быть счастливой, но даже став старой колдуньей, она не смогла этого сделать. Но однажды к ней подошел таинственный человек и предложил пробудить ее скрытый потенциал, если она принесет жертву. Она пожертвовала своим размером в обмен на силу,
И Нико и Кан говорят ей внимательно прочитать условия, прежде чем подписывать. Однако теперь они знают, что она не настоящий вдохновитель, и спрашивают о ее боссе. Колдун отказывается что-либо говорить, и Кан начинает щелкать пальцами. В этот момент появляется Нему и говорит Нико и Кану, что узнала настоящий размер колдуна, но ее схватили, прежде чем она успела рассказать им правду. Затем она спрашивает о море и узнает, что он исчез вместе с Кейго. Нему быстро понимает, что Кейго оборотень по имени Волк, и сейчас они с Мори сражаются. Все в шоке от этого, и Нему просит колдуна отвести их туда, где они сейчас сражаются. В то же время Мори понимает, что Кейго действительно так же силен, как и он, благодаря своим острым когтям и еще более острым инстинктам. Он решает отвлечь его разговором и говорит, что думал, что оборотни вымерли. Кейго говорит, что получил свои способности от отца и что он первый за много поколений, кто пробудил свои способности оборотня. Мори спрашивает, как устроена связь между ним и его вторым «я», и Волк отвечает, что они разные люди. Он может получить доступ ко всем воспоминаниям Кейго, но не помнит ни одного из своих воспоминаний. Кейго был тем, кто заключил сделку с колдуном, но именно он делает всю грязную работу. Затем Мори спрашивает его, действительно ли он считал его своим другом или просто все время лгал. Кейго отказывается это комментировать и нападает на него, говоря, что он не проиграет схватки 1 на 1. Однако Мори говорит, что он не один, и в этот момент Кейго поскальзывается на слизи, которую нанесла Нико. Воспользовавшись этим, он наносит Кейго сильный удар, говоря, что он победит, потому что у него есть друзья. Однако у Нико больше нет магической силы, и она больше не может поддерживать Мори. Колдун говорит Кейго, что это их шанс убить Мори, и Кен угрожает убить ее, если она не замолчит. Ведьма говорит ему, чтобы он убил ее, потому что это лишит жизни Кейго, потому что они подписали такой договор. Кейго подтверждает это и показывает метку фамильяра на своем запястье, а затем снова готовится к бою. Он сражается с Мори, и Кен понимает, что у Кейго есть небольшое преимущество, потому что его атаки непредсказуемы. Он начинает теснить Мори, но затем Мори решает успокоиться и использовать свои точные атаки в своих интересах. Он наносит серию быстрых ударов, которые едва задевают Кейго, но оказывается, что Мори контролирует его движения, заставляя его уклоняться и блокировать определенным образом. Кейго также понимает, что Мори пытается подтолкнуть его к пятну слизи, и он прыгает влево, чтобы увернуться. Однако это был настоящий план Маури, и ему удается ранить Кейго в слабое место на лбу, образовавшееся во время боя с Каном. У Кейго начинается кровотечение, и кровь застилает ему глаза, давая достаточно преимущества, чтобы вырубить его. Ника сразу же подбегает к нему, чтобы обнять, и Мори обнимает ее крепче, спрашивая, все ли с ней в порядке. После этого они идут к колдуну и просят ее освободить Кейго от договора, потому что они проиграли. Колдун отказывается отпускать его, потому что боится, что они убьют ее без заложника. Однако Нико обещает, что они не причинят ей вреда и даже попытаются найти способ, чтобы она могла жить мирной жизнью в святой земле ведьм. Она говорит, что все ведьмы должны стараться ладить друг с другом, независимо от того, какую магию они используют. Колдун убеждена и решает рассказать Нико о том, кто хочет ее похитить. Однако она начинает корчиться от боли и не может назвать его имя. Внезапно она возвращается к своему обычному размеру, но ее тело начинает исчезать, и вскоре она полностью исчезает. Мори понимает, что на нее наложили печать, чтобы украсть ее магическую силу, если она выдаст информацию, и беспокоится о Кейко. К счастью, он все еще жив, потому что договор с фамильяром был расторгнут, когда у колдуна украли силы. Все бросаются к нему, и Кейго спрашивает, как они могут так легко простить его после всего, что он сделал. Ника говорит ему, что не простит его, пока он не расскажет ей все, и Кейго говорит, что им нужно выбраться отсюда, пока это место не исчезло. Они идут в общественную баню, чтобы поговорить, и Ника узнает, что колдун пообещала Кейго эликсир, сделанный из ее пуповины, в обмен на то, что он станет ее фамильяром. Нему говорит, что колдун солгала, потому что никто не знал о ее магических способностях, когда она родилась, и что эликсир не мог быть сделан. Однако у Нико есть эликсир, и она решает отдать его Кейго, несмотря на совет Нему. Вскоре все идут в дом Кейго, и Мори с ужасом видит свою маму в инвалидном кресле. Теперь он понимает, почему Кейго так отчаянно хотел заполучить эликсир. Но у Ника уже была идея, потому что она знала, что он никогда не будет настолько эгоистичен, чтобы предать своих друзей ради исцеления своих ран. Нико отдает эликсир маме Кейго, полностью исцеляя ее. Кейго растроган до слез, и даже Кан и Ника начинают плакать, но Мори единственный, кто сохраняет невозмутимое выражение лица. После этого мама Кейго готовит ужин для всех и говорит, что никогда не сможет отплатить им за эту услугу.
Мори говорит, что Кейга должен вернуть долг, и его мама соглашается с этим планом. Вскоре после этого Кейга решает переехать к остальным членам банды, потому что его мама снова начала работать и скоро уедет за границу. Мори говорит, что Кейга может вернуть долг, став телохранителем Нико. Потому что, судя по всему, опасность, о которой говорится в пророчестве, еще не миновала, и Ника рада его видеть. На следующий день Кейга начинает новую жизнь с Мори и остальными, и ему очень неловко после всего, что произошло между ними. Он пытается вести себя круто и интересно, рассказывая о своих увлечениях, но теперь все поняли, что у него синдром дефицита внимания. В любом случае, они начинают изучать способности Кейга и обнаруживают, что ему не нужно смотреть на Луну, чтобы превратиться. Вместо этого все, что имеет форму полумесяца, может заставить его превратиться даже днем. Мори думает, что это не проблема, потому что у них больше нет причин сражаться, но Кейга все еще не уверен в этом. Он говорит ему, что его вторая личность, Волк, очень жадная и хочет быть главным во всем. Он не просыпается легко, когда засыпает, и может съесть всю еду в доме, если захочет. Кейга говорит, что у Волка также высокая либидо, и все начинают относиться к нему как к хищнику. Кейга дает понять, что он не собирается ничего такого делать, но объясняет, что Волк, кажется, привлекает девушек и развлекается с ними. А с другой стороны, он неудачник, которого девушки даже не замечают. Ну, у них нет времени на его болтовню. И Мори решает, что первое, что они должны сделать, это убрать из дома все предметы в форме полумесяца. Однако они забывают убрать один кусочек круассана, и в следующий момент он превращается в волка и выходит на улицу, чтобы подцепить девчонок. В этот момент появляется Кен и сразу же говорит девушкам, чтобы они оставили этого плейбоя в покое. Затем он говорит Волку, что их ссора окончена, но он никогда не простит ему популярности у девушек. Он говорит ему немедленно вернуться домой, но Волк отвечает, что послушается его, только если сможет победить его. Кен готовится к бою, но в этот момент появляется Нико и просит их обоих остановиться. Она напоминает Волку, что теперь он ее фамильяр и должен подчиняться ее приказам. Однако он отвечает, что его долг — защищать ее, только если она в опасности, и он не позволит ей лишить его свободы. Нико ничего не может возразить, и в этот момент появляется Мори. Он говорит Волку превратиться обратно в Кейга, и к удивлению тот подчиняется, потому что проиграл ему и признает его альфой. Он превращается обратно в Кейга, который паникует, думая, что Мори сейчас с ним сразится. Идут домой, и Кейга говорит, что на самом деле не ненавидит Волка. Он объясняет, что вскоре после того, как он обнаружил свои способности, он нашел одноклассников, которые издевались над ним, или тех, кто беспокоил его маму из-за ее инвалидной коляски, и избил их одного за другим. Вскоре он понял, что это делает его вторая личность, и Втаине был благодарен за это. С другой стороны, Ниму вернулась в дом Мори. Увидев бой Мори с Волком, она решила, что ей определенно нужен сильный фамильяр-человек. Однако, как всегда, она не может набраться смелости, чтобы войти в дом, и более того, она хочет, чтобы Мори погладил ее, как кошку. Поэтому она снова превращается в кошку и заходит в дом, но, увидев Кейга, паникует. Волк знает ее настоящую личность, и она боится, что если Кейга расскажет об этом всем, Мори подумает, что она извращенка, которой нравится, когда он ее трогает. Это приводит ее в замешательство. Но вскоре Ниму понимает, что только Волк знает о ее истинной личности, и он еще никому об этом не рассказал. Она садится на колени Мори, надеясь, что Кейга не превратится. Но в этот момент по телевизору показывают рекламу лекарства в форме полумесяца, и Кейга превращается в волка. Волк тут же начинает вести себя как сумасшедший, съедает все, что может найти в холодильнике, а затем разогревается, чтобы побить каких-нибудь хулиганов. Но когда Мори просит его успокоиться, он слушается и садится на свое место. Он быстро замечает Ниму в кошачьем обличье и зовет ее по имени. Но Ниму громко мяукает, чтобы заглушить его голос. Когда Мори подходит, она прыгает к нему на руки, а волк с интересом наблюдает за происходящим. Внезапно Кен вспоминает, что ему нужно идти на подработку, и Мори решает купить продукты. Мика хочет пойти с ним, и, воспользовавшись случаем, волк говорит им, что присмотрит за кошкой, пока их не будет. Когда они остаются одни, Ниму снова превращается в человека. И волк сразу же понимает, что она слишком привязалась к Мори и не может найти подходящий момент, чтобы подойти к нему как к человеку. Ниму смущается, и тогда волк говорит ей, что теперь, когда он знает ее слабость, он может заставить ее делать все, что захочет. Он прижимает ее к стене и говорит, что хочет стать сильнее, поэтому просит ее навещать его раз в месяц. Ниму слишком нервничает, чтобы что-то сказать. Но затем волк объясняет, что если он не будет регулярно превращаться, то станет слабее и нетерпеливее. Он говорит ей, что если она хочет сохранить свой секрет, ей нужно показать Кейга что-нибудь в форме полумесяца, чтобы он мог превратиться. Она удивлена,
потому что думала, что он потребует чего-то большего, но прежде чем она успевает спросить его об этом, все остальные возвращаются домой. Вол говорит Ниму быстро превратиться обратно в кошку, но она паникует. Он теряет терпение и берет ее на руки, и Ниму чувствует то, что раньше чувствовала только от прикосновений моря. В любом случае, ей удается превратиться в кошку до того, как вернутся остальные. На следующий день Нико внезапно говорит всем, что хочет приготовить для них еду. Все паникуют, потому что знают, что она не умеет готовить, но Нико говорит, что хочет облегчить жизнь Мори, потому что он постоянно готовит для них. Однако правда в том, что Кара сказала ей, что девушки, которые умеют хорошо готовить, считаются подходящими женами, и она хочет, чтобы Мори видел в ней свою будущую жену. Кен напоминает Нико, что ее предыдущие 2 попытки приготовить еду были провальными, и он не хочет рисковать в 3-й раз. Но Нико полна решимости доказать, что он ошибается, и заявляет, что приготовит обед на завтра, прежде чем уйти в свою комнату. Она начинает искать в своей волшебной книге заклинания, которые сделают еду вкусной, и Мори еще больше беспокоится об этом, потому что знает, чем обычно заканчиваются попытки Неко использовать магию. На следующий день Нико готовит какое-то странное слизистое блюдо, но ее не волнует, каким оно будет на вкус, потому что у нее есть волшебный белый порошок, который делает все вкуснее. Она не знает, что Мори буквально все время наблюдал за ней. И он решает взять тарелку без волшебного порошка, чтобы попробовать и оценить настоящую стряпню Нико. За обеденным столом все не решаются попробовать стряпню Нико, но Мори решает рискнуть. Как он и ожидал, блюдо отвратительное на вкус, но он полон решимости доесть его. Затем он задается вопросом, какой эффект оказал волшебный порошок на блюдо, и видит, как Нико и 2 парней раскачиваются в воздухе, как безмозглые идиоты. Они доедают блюдо, прежде чем Мори успевает его попробовать. И даже спустя некоторое время они продолжают вести себя как идиоты. Мори понимает, что им не просто понравилось блюдо, они влюбились в него, и вскоре он убеждается в этом, когда парни начинают ссориться из-за того, кто влюбился в блюдо первым. В этот момент возвращается Ника с тортом, чтобы отпраздновать день рождения блюда. Она вдруг начинает плакать и говорит Мори, что раньше он ей нравился, но теперь она любит блюдо. Мори не может смириться с мыслью, что его бросили ради тарелки с едой, и достает банку с волшебным порошком, спрашивая Нико, что за чертовщину она использовала, что свело всех с ума. Ника просит его вернуть ей порошок, потому что она не может жить без него, что звучит очень подозрительно. Когда она пытается забрать его, банка выскальзывает из рук Мори, и голова Ника оказывается в волшебном порошке. Мори тут же закрывает рот и нос, но Кан и Кейга чувствуют запах волшебного порошка и полностью очарованы Нико. Мори открывает окно и улетает с Нико, чтобы уберечь ее. А она говорит ему, что волшебный порошок на самом деле является любовным зельем, которое приготовила ведьма, чтобы привлечь сразу нескольких мужчин. Мори даже не хочет думать об этой ведьме, которая жила на улице, когда вдруг замечает, что порошок с головы Ника распространяется по всему городу. Все в городе сходят с ума по Нико, и она втайне довольна этим. В любом случае, Мори говорит ей спуститься, пока она не заразила весь город, и когда они прячутся за деревьями в саду, он спрашивает Нико, как снять заклинание. Она говорит ему, что для снятия заклинания ведьма должна выбрать одного человека из всех, кто без ума от нее, и этот человек должен поцеловать ее, чтобы показать это. Мори, не колеблясь, снимает маску и целует Нико в щеку, и она сходит с ума. Все, кто находился под действием ее заклинания, освобождаются, и они возвращаются на свои места, и в то же время туда приходят Кан и Кейго. Они спрашивают Нико, все ли с ней в порядке, и она говорит им, что Мори только что поцеловал ее. 2 друга в панике и одновременно счастливы. Но Мори говорит им, что это был просто поцелуй в щеку, чтобы снять заклинание. Он ведет себя так, будто это ничего не значит, и хотя Нико немного обижена его холодным отношением, она все равно не может контролировать свои эмоции. Однако Мори не так равнодушен к эмоциям, как кажется, потому что позже той ночью он вообще не может заснуть. Через несколько дней Мори и другие получают еще одно пророчество от мамы Нико, Ебуки. На этот раз ее пророчество велит им посетить древнего слугу, который творит зло. Нико тут же начинает придумывать десятки теорий одновременно. Но Мори больше сосредоточен на месте, которое упоминается в пророчестве. Это близлежащая гора под названием Кахачи, и Мори говорит, что они отправятся туда, чтобы узнать больше о пророчестве. Однако не все воспринимают это как миссию, и остальные члены команды планируют устроить там веселый поход. Нико зовет Ниму присоединиться к ним, потому что ей нужна еще одна девушка для компании, и вскоре они добираются до гостиницы недалеко от места назначения. Там их ждет светловолосый парень с черным зонтиком, и он приветствует группу как Нико и ее скромных слуг. 3 парней злятся на это, но блондин не знает, как их еще назвать. Затем он представляется как Михару, единственный сын семьи Курю. Он говорит, что знает все о сегодняшних гостях.
а затем спрашивает Мори и Нико, встречаются ли они, потому что это похоже на то. Мори отрицает это. Но Михару говорит ему перестать стесняться и говорит, что ему следовало оставить всех позади, чтобы побыть наедине с Нико. Все понимают, что у Михару сломался внутренний фильтр, и он говорит то, что не должен говорить. Однако Мори не обращает на это внимания и просто расспрашивает его об этом месте и о том, что они могут здесь найти. Михару говорит ему, что они могут поговорить подробнее, когда доберутся до его дома, а затем ведет их к машине своего отца. Страшный на вид отец Михару Масами отвозит всех к себе домой. Сначала он извиняется за грубость своего сына, а затем говорит, что мама Нико очень помогла им в прошлом. Поэтому он очень рад помочь Нико на этот раз. Нико спрашивает Масами, чем он зарабатывает на жизнь, и тот отвечает, что он священник, но это только его подработка. Его основная работа — экзорцист, и он может уничтожать злых существ своим мечом. Мори думает, что меч должно быть и есть тот древний слуга, о котором говорилось в пророчестве. И прежде чем он успевает рассказать об этом Масами, Нико отвлекает его, говоря, что рядом есть красивая река. Она хочет поиграть в реке, и хотя Мори ругает ее, Масами говорит ему, что все в порядке, и они могут повеселиться, прежде чем приступить к делу. Как только они оставляют свой багаж в доме Масами, компания отправляется к реке. После нескольких минут плескания в воде и обязательного фан-сервиса Нико вдруг чувствует, как кто-то хватает ее за ногу и думает, что это Кейн. Она говорит ему отцепиться, но оказывается, что Кейна нет рядом, а потом даже Нему начинает чувствовать, что кто-то прикасается к ней. Мори первым понимает, что это вода, которая, кажется, прилипает к ним, и говорит всем выбираться из реки, потому что на них напал колдун. Вода внезапно становится фиолетовой, и они не могут выбраться из нее. Но Нико не понимает, почему их сигнализация не сработала, если рядом был колдун. Нему говорит, что если колдун может атаковать их на расстоянии, то сигнализация не сработает, и она сразу замечает нападавшего, который был замаскирован под рыбака. Колдун по имени Рихей использует текущую воду, чтобы увеличить радиус действия своего заклинания, и как только он убеждается, что Нико и другие не смогут убежать, он решает сразиться с ними лицом к лицу. Он подходит к ним, стоя на столбе воды, и Кейн в шоке, потому что впервые видит мужчину-ведьму или колдуна. Мори решает дать отпор колдуну, но не может даже пошевелиться. У Нико и Нему тоже нет палочек, поэтому он изо всех сил бьет по воде, чтобы рассеять ее. Но даже это не помогает, и вода сжимает его еще сильнее. Рихей смеется и говорит, что они не могут победить его магию, а затем похищает Нико, заключая ее в водяную сферу. Мори паникует, потому что нет способа освободить ее, и в отчаянной попытке он решает отрубить себе ноги, чтобы спасти ее. В этот момент появляется Михару с закусками, и Мори просит его немедленно привести сюда отца, потому что он может освободить Нико. Рихей уверенно заявляет, что старый священник не сможет победить его магию, и Михару соглашается, говоря, что его отец имеет дело только с низкоуровневыми духами. Он с грустью опускает зонтик, а затем достает спрятанный внутри меч, бросается на Рихея и рассекает его водную магию. Нико освобождается из водной тюрьмы, и пока Мори поддерживает ее, другие спрашивают Михару, может ли он тоже использовать меч, который рассекает злых духов. Михару говорит им, что он может использовать любое оружие, чтобы рассекать магию злых духов, потому что эта сила есть в его семье, и она сильнее всего проявляется в нем самом. Все удивляются, услышав это, а затем Михару спрашивает, что делать с колдуном. Рихей просыпается, когда его упоминают, и пытается уплыть, но Кейго уже превратился в волка и преследует его. Он быстро догоняет Рихея и вырубает его ударом. Но колдун воспринимает это как личное оскорбление и использует всю свою силу, чтобы убить всех. Пока остальным удается избежать атаки, Михару получает удар в грудь. Рихей падает без сил, а Михару лежит на земле с дырой в груди. Все в панике, и Мори просит Нико использовать на нем свою исцеляющую магию, но она слишком напугана, чтобы что-то сделать. Михару также говорит Мори, что исцеляющая магия не спасет его вовремя, и вместо этого он хватает его за руку и начинает поглощать его жизненную силу. Мори не понимает, что происходит. Но вдруг Михару начинает кричать, как будто кто-то бьет его изнутри. Через несколько секунд он полностью приходит в себя, и никто не может понять, как это произошло. Михару говорит, что это еще одна способность их семьи, и он бессмертен, пока может поглощать жизненную силу окружающих его людей. Мори спрашивает его, что происходит с его семьей, и Михару холодно отвечает, что они вампиры. Все в шоке, но когда они возвращаются домой, Масуми решает рассказать им, что происходит. Он говорит, что вампиры происходят от длинной линии фамильяров летучих мышей, и они эволюционировали на протяжении поколений, как и другие фамильяры. Современные вампиры не пьют кровь,
но они могут поглощать магию или жизненную силу других людей, просто прикоснувшись к их коже. Масуми говорит, что у него лишь немного этой силы, но его сын родился с исключительной силой, которая позволяет ему побеждать даже колдунов. После этого Михару допрашивает Рихея, который говорит, что к нему подошел странный человек с предложением похитить Нико, и он сделал это только ради денег. Это все, что он может им рассказать, и он говорит Михару, что если тот хочет, то может убить его прямо сейчас. Михару обращается к Мори за приказом, но Нико говорит ему остановиться, потому что она не хочет никого убивать. Она все еще переживает из-за того, что случилось с маленьким колдуном на днях, и не хочет, чтобы кто-то еще страдал, как она. Внезапно ей приходит в голову идея, и она спрашивает Масами, можно ли поглотить всю магическую силу колдуна, оставив его обычным человеком. Он отвечает, что Михару, возможно, сможет это сделать, но при этом он поглотит много жизненной силы Рихея и в конечном итоге убьет его. Нико говорит, что она может исцелить его своей магией, пока Михару поглощает его жизненную силу, и таким образом они смогут сохранить ему жизнь, нейтрализовав его. Всем нравится эта идея, и вскоре Михару начинает извлекать магию Рихея, а Мика поддерживает его жизнь своей исцеляющей магией. Затем Михару разрезает извлеченную магию своим мечом, и как только это происходит, они оба падают, и Мори бросается их ловить. Он просит Михару взять немного его жизненной силы, чтобы восстановиться, а Нему кормит Ника булочками с красной фасолью, чтобы она тоже могла восстановить силы. Тем временем Рихей понимает, что потерял свою магию и превратился в обычного человека. Масуми просит его подумать о своей жизни и решениях, которые привели его сюда. Он начинает вспоминать, как жил никчемной жизнью, и все называли его идиотом. Он даже стал жертвой мошенников, и когда он плакал у реки из-за своей несчастной жизни, порыв ветра столкнул его в воду. Именно тогда в нем пробудились силы, и как только он вышел из воды, к нему подошел таинственный незнакомец с предложением похитить Ника в обмен на деньги, чтобы начать новую жизнь. Рихей начинает плакать и говорит, что хотел использовать деньги и свою силу, чтобы отомстить людям, которые унижали и обижали его. Масуми предлагает ему начать новую жизнь и помогать людям в церкви. Позже Михару рассказывает всем, что он пробудил свои вампирские силы и жажду жизненной силы, когда ему было 10 лет. Раньше он поглощал энергию своего отца, а иногда и друзей, но поскольку они были обычными людьми, это имело для них некоторые побочные эффекты. Поэтому он решил продолжать брать жизненную силу у своего отца. И это превратило его из совершенно здорового молодого человека в страшного старика. Михару говорит, что ему нужно еще больше энергии в период полового созревания, поэтому он решил сократить время активности, много спать. Однако у Мори есть другое решение. Он просит Михару переехать к ним, потому что уверен, что он — оружие, упомянутое в пророчестве, которое может победить колдунов, не убивая их. Нико тоже нравится эта идея, и тогда Мори говорит Михару, что если ему нужна энергия, чтобы функционировать, у него в доме есть 3 парня, которые переполнены энергией. Масуми тоже поддерживает это предложение и говорит Михару, что ему нужно завести новых друзей и жить как обычный человек. Таким образом решено, что Михару переедет в дом Мори, и на следующий день он отправится с ними в город. На следующий день Михару начинает свою жизнь в доме Мори и начинает свой день с того, что поглощает жизненную силу Мори и получает от этого кайф. Мика спрашивает Мори, как он себя чувствует, когда из него высасывают жизненную силу, потому что из-за этого Масами превратился в старика. Мори отвечает, что чувствует себя прекрасно, а Михару говорит, что жизненная сила Огра — лучшее, что у него когда-либо было. Кен хочет, чтобы Михару попробовал его жизненную силу, но тот отказывается, говоря, что ему не нравится жизненная сила Тенгу. Это злит Кана, но затем Нико просит Михару попробовать поглотить ее магию, потому что ей тоже нужен его отзыв. Михару пытается остановить ее, но Ника заставляет его, и в результате она теряет сознание, когда он поглощает немного ее магии вместе с ее жизненной силой. Затем Михару говорит Нико, что даже если у нее много магии, у нее столько же жизненной силы, сколько у обычной девушки, и она не может справиться с тем, что ее высасывают. Затем он говорит, что может чувствовать эмоции людей, из которых он высасывает жизненную силу. Он говорит, что почувствовал сострадание и дружбу Ника по отношению к нему, а также ее невинную и искреннюю любовь к Мори. Все паникуют, услышав это, но, к счастью для них, Мори даже не слышал этого, потому что тестировал свои новые шумоподавляющие наушники. Как только Мори уходит, все отчитывают Михару за то, что он так неосторожен в своих высказываниях, потому что сейчас он мог бы создать большую неловкость между Никой и Мори. Михару извиняется, говоря, что он увлекся, потому что хотел подружиться с ними, а Кен продолжает верить его словам только из-за его внешности. В любом случае, Кен решает отчитать Михару за нарушение правил дома, говоря, что родители, должно быть, избаловали его, но здесь ему придется помогать по хозяйству.
Михару сначала спрашивает, как здесь распределяются обязанности, и узнает, что каждый из 3 бесполезных болванов перед ним убирает только один туалет, а все остальное остается море. Он спрашивает, как они могут обвинять его в избалованности, если сами ничего не делают. Нико объясняет, что раньше они пытались помогать море с готовкой и уборкой, но в итоге сожгли не только еду, поэтому ему это надоело, и он решил все делать сам. Михару не может поверить, насколько бесполезны эти трое, и говорит им, что они просто пользуются искренностью моря. Они тоже чувствуют себя виноватыми и начинают что-то бормотать себе под нос. Михару решает помочь им и заявляет, что сегодня они приготовят еду, которая заставит море так растрогаться, что он заплачет. Все присоединяются, чтобы произвести впечатление на море, но к тому времени, когда он возвращается домой, в доме царит беспорядок. На кухне бушует огромный пожар, и Кан пытается его потушить. Нико и Кейго без сознания, а Михару сидит у стойки тяжело раненый. Мори паникует и сразу же бросается к Михару, спрашивая, что здесь произошло. Михару извиняется, говоря, что это все его вина, что он подал всем идею, которую они не смогли воплотить в жизнь. Он говорит, что они собирались приготовить для него еду, но он случайно порезал палец, из-за чего запаниковал. Он попытался поглотить жизненную силу Каго, чтобы исцелиться, но потерял сознание, потому что сейчас он обычный человек. С другой стороны, Нико потеряла концентрацию из-за них и вылила воду на горячее масло, создав огненный столб. Кен попытался потушить его с помощью своего посоха ветра, но в итоге только разжег его еще больше, обжег Михару 2-й степени и вырубил Нико из-за панической атаки. Мори не может поверить в неуклюжесть людей, с которыми он живет, но ему удается как-то взять ситуацию под контроль. После этого Михару извиняется перед ним, потому что это он виноват во всем этом беспорядке. Мори говорит ему, что все в порядке, потому что он привык к таким вещам, и то, что произошло сегодня, только доказывает, что Михару хорошо вписывается в дом. Михару рад это слышать и говорит, что сегодня он поглотил жизненную силу каждого и понял, что всем здесь нравится жить. Через пару дней Кен говорит Михару, что потерял свой зонтик, когда утром ходил в магазин, и Михару паникует. Он спрашивает, как он мог потерять 2-ю по ценности вещь для него, и говорит, что ему придется умереть, чтобы компенсировать это. Кен просит его успокоиться и начинает рассказывать, как это произошло. Он взял зонтик и направился в местный магазин, когда по дороге его остановил какой-то парень и спросил адрес. Кен говорит, что попросил его подержать зонтик, пока он рисует карту, но вдруг мужчина исчез вместе с зонтиком. Михару даже не верит в эту нелепую историю и думает, что Кен врет, но тот начинает описывать мужчину, похожего на вора из детского шоу. Все остальные тоже набрасываются на Кена за его беспечность, потому что Михару не может выходить на солнце даже на 5 минут из-за своего состояния. Зонтики очень важны для него, а тот, который Михару только что потерял, был сделан на заказ, чтобы в нем можно было спрятать меч. Кен говорит, что найдет его, но Михару просит его просто сдаться, потому что он купит новый зонтик. Он берет с полки другой зонтик, чтобы использовать его вместо потерянного, пока ходит по магазинам, но ему не нравится, потому что он уродливый по сравнению с тем, которым он пользуется. Однако у Нико есть заклинание, которое может ему помочь, и оно создает облако над его головой. Михару очень любопытно, и Ника говорит, что это заклинание меняет погоду в зависимости от его настроения. Михару нравится это, и он благодарит ее, но как только он становится веселым, облако исчезает. Он понимает, что должен все время оставаться мрачным, чтобы использовать облако как зонтик. Поэтому он продолжает читать грустную книгу о собаке по дороге в супермаркет. Но как только он перестает читать книгу, ему на пути встречается группа дошкольников, и они очень рады видеть симпатичного парня с облаком над головой. Одна девочка называет его ангелом, и Михару так поражен невинностью детей, что его настроение улучшается, и облако исчезает. Он паникует, когда на него падает солнечный свет, и начинает представлять себе ужасные вещи, чтобы снова создать облако. И тут он видит еще одну трогательную сцену, где парень делает предложение своей девушке и убегает, стараясь избегать всего, что может заставить его улыбнуться или рассмеяться. Но он снова оказывается в тупике, когда к нему подходят 2 начинающих комика и просят послушать их новый номер. Михару думает, что сейчас ему будет плохо, но, к счастью, они совсем не смешные, и из-за того, что ему скучно, над ним даже начинает идти снег. Но он говорит им, чтобы они продолжали усердно работать над своим проектом. И они благодарят его, потому что он один из немногих, кто их поддержал, в то время как все остальные называли их уродливыми придурками. Михару говорит им, чтобы они били ублюдков, которые пытаются их унизить, и говорит, что они отлично справляются с превращением своей слабости в навык. Он уходит, вспоминая свою собственную историю о том, как рождение могущественного вампира сделало его слабым к солнечному свету. Внезапно на него начинает лить дождь, но потом он видит, что парень перед ним несет его зонтик.
Михару приходит в ярость и бросается на мужчину. Вокруг него сверкают молнии. Он просит вернуть зонтик, но мужчина просит его доказать, что он принадлежит ему. Михару замечает, что мужчина выглядит точно так же, как описал Кен, и как только его сомнения развеиваются, облака тоже исчезают. Он чувствует себя невероятно слабым из-за солнечного света и даже не может придумать что-нибудь грустное, чтобы снова вызвать облака. Но тут прилетает стая ворон и образует над его головой навес, спасая его от солнечного света. Михару понимает, что Кен пришел ему на помощь и с его помощью нападает на вора, забирает его жизненную силу и вырубает его. Затем он берет свой зонтик и возвращается домой с Кеном, извиняясь за то, что сомневался в нем, но все еще злясь, что его зонтик украли. На следующий день ему приходит в дом Моури в человеческом обличье. Но дома никого нет, кроме Кейга. Настоящая причина, по которой она пришла сюда, заключалась в том, чтобы показать Кейга полумесяц, чтобы он превратился в волка, и она сдержала свое обещание. Но она думает, что это небезопасно, когда они одни. Она решает вернуться позже, но Кейга просит ее подождать внутри. Но когда они заходят внутрь, становится неловко, потому что они оба стесняются друг друга. После некоторого раздумья Ниму решает сделать первый шаг и спрашивает Кейга, могут ли они пойти в его комнату. Она тут же жалеет о своем решении, думая, что он решит, что она отчаянная стерва. Но Кейга может думать только о том, какая Ниму красивая. Он не может придумать, что ей сказать, поэтому начинает вести себя как позер и болтать о том, какое красивое было небо, когда он лежал на скамейке на днях. Ниму не выдерживает болтовни и решает начать свою стратегию по превращению его в волка. Она просит его посмотреть с ней фильм, потому что там есть сцена с полумесяцем. Но фильм настолько скучный, что Кейга начинает расспрашивать ее о ее магии. Ниму паникует и говорит ему, что она может делать только базовую магию, скрывая правду о своих заклинаниях трансформации. Она говорит, что ее мать — гениальная ведьма, и иногда она расстраивается, что ее дочь не так талантлива, как Нико. Она начинает жаловаться, что если бы у нее был шанс, она бы пожаловалась Богу. И Кейга выключает фильм и спрашивает ее, если бы у нее был шанс потерять свою магию и стать обычным человеком, она бы согласилась? Мима говорит, что нет, и Кейго говорит ей, что, хотя они рождаются со способностями, которые им не нужны, это делает их жизнь интересной, и благодаря этому они знакомятся с другими людьми. Он говорит ей не жалеть о своих способностях, как он не жалеет о том, что превратился в волка, хотя ему не нравится этот парень. Миму немного впечатлена им и говорит, что он впервые разговаривает с ней, не притворяясь крутым, и Кейго паникует. Он начинает есть торт, который она принесла, и говорит, что им нужно включить фильм. Но Ниму говорит ему, что в этом нет необходимости, потому что ее вторая атака была спрятана под тортом. Логотипа полумесяца на торте достаточно, чтобы превратить Кейга в волка, и он хвалит Ниму за ее креативное мышление. Но она решает вернуться домой, потому что ее миссия выполнена. Волк прижимает ее к стене и спрашивает, не хочет ли он провести с ней немного времени. Мими волнуется, но тут слышит, как Ника входит в дом. Она выбегает на улицу и обнимает ее, а когда волк подходит, Нико начинает на него набрасываться. Мими тоже дразнит его, думая, что он был круче, когда был искренним. Через несколько дней Мори и мальчики внезапно просыпаются в незнакомой комнате, и никто не помнит, как их туда привели. Они замечают, что у них на лицах какие-то странные маски, и пытаются их снять. Но тут на большом экране появляется странный человек в маске и говорит им, что если они снимут маски, то взорвутся. Затем он представляется как Зигзаг и предлагает всем сыграть с ним в игру. Все понимают, что это какая-то пародия на игру в кальмара, и Кен кричит на ведущего, говоря, что они не будут играть в его игру. Зигзаг сначала говорит, что просто хотел сыграть в игру с настоящим риском, и он похитил их четверых, потому что это повысит ставки по сравнению с обычными людьми, а затем сообщает, что он похитил Нико. Она будет его заложницей, пока игра не закончится, и он говорит мальчикам, что если они попытаются ослушаться его или сбежать, не сыграв в игру, Нико умрет. Мори решает принять условия Зигзага, потому что жизнь Нико в опасности. Ведущий рад это слышать и начинает нести какую-то чушь. Например, называет 4 мальчиков в честь змей и объясняет, что в игре будут использоваться 9 видов кубиков. Некоторые кубики обычные, но есть набор из 6 кубиков с одинаковым числом на 3 сторонах, что увеличивает вероятность выпадения этого числа. После этого игра похожа на змейку и лестницу, и они должны двигаться в соответствии с числом на кубике, который они бросают. Если преследующий игрок попадает на тот же блок, что и другой игрок, тот, кого преследовали, выбывает из игры. Зигзаг продолжает нести чушь, и в какой-то момент мальчики перестают его слушать. Игра начинается, и все бросают кубики. Кен попадает на крест, что означает, что он должен пропустить следующий ход. Но в следующем раунде Мори выбрасывает 6 и попадает на тот же блок, что и он, выбывая его из игры.
Кен расстроен, что проиграл так рано, и набрасывается на ведущего за то, что он придумал такую жалкую игру. Он начинает указывать на все недостатки его скучной игры, и Зигзаг расстраивается. Даже Михару поддерживает Кена, говоря, что в игре слишком много бессмысленных правил, и их нужно изменить. Зигзаг в конце концов уступает их требованиям, и мальчики садятся, чтобы изменить правила игры. Мори делает игру еще более нелепой, но Зигзаг с удовольствием слушает его дополнение. Однако Михару вдруг задается вопросом, почему они вообще хотят играть в эту игру. В этот момент появляется Нико, и Михару и Кен в шоке видят ее. Мори, однако, уже знал, что Ника каким-то образом причастна к игре. Иначе как бы ведьму так легко связали. Кроме того, он знает, что никто другой не мог вырубить их четверых и перенести сюда. Он все это знал, но все равно подыгрывал, чтобы развлечь ее, и Нико извиняется за то, что обманула их. Она говорит, что ее попросил об этом друг, поэтому ей пришлось это сделать. Всем интересно узнать об этом друге, и Нико напоминает им, что из четверых только один человек молчал на протяжении всего мероприятия. Она подходит к Кейго и снимает с него маску, обнажая безликого манекена. Ника говорит, что она использовала заклинание, чтобы создать его клона, а настоящий Кейго все это время изображал Зигзага. Он нервно снимает маску и говорит, что хотел снять видео с игрой на смерть, чтобы оно стало вирусным в интернете, и Кен замечает камеры, расставленные по комнате. Михару начинает делать то, что у него получается лучше всего, и без стеснения высмеивает Кейго. Он говорит ему, что с такой сложной, но скучной игрой у него не будет просмотров на видео. Однако он недооценил онлайн-аудиторию, которая может смотреть что угодно, и видео Кейго действительно стало вирусным. Через пару дней президент студенческого совета Тенрио вызывает Ника и ее фамильяров в свой кабинет и спрашивает, как они адаптируются к школьной жизни теперь, когда их способности известны всем. Они говорят ему, что справляются неплохо, а затем Тенрю просит их подписать несколько документов, чтобы подтвердить, что встреча прошла хорошо. Нико замечает, что карандаш слишком короткий, и Тенрю предлагает ей более длинный, но она отказывается, потому что всегда может воспользоваться магией. Она произносит заклинание, чтобы удлинить карандаш, но оно, похоже, не работает. Нико смущена этим, и тут за ней приходят друзья. Она подписывает документы карандашом Тенрю и сразу же уходит. Как только она уходит, Тенрю говорит мальчикам, что им нужно обсудить кое-что важное. Проще говоря, учителя попросили его присматривать за Ника и ее фамильярами, потому что они считаются опасными для школы. Кейго пытается возразить, но Тенрю говорит ему, что у учителей достаточно причин для такого решения. Он говорит, что магия Нико в последнее время стала причиной многих несчастных случаев. И что еще более проблематично, так это то, что Кейго косвенно ответственен за промывание мозгов многим ученикам. Все молча принимают это решение, но тут вдруг шея Кана удлиняется. Когда Мори замечает это, все понимают, что он превратился в дешевую копию Росомахи, и он паникует. Кейго тоже в опасности. Его волосы становятся такими длинными, что покрывают все его тело, а правая рука Тенрю тоже становится достаточно длинной, чтобы свернуться в кольцо. Через некоторое время Мори понимает, что заклинание, которое Ника произнесла, чтобы удлинить карандаш, было направлено не ладонью, а кончиками пальцев. Поскольку ее указательные пальцы были направлены на их части тела, они сильно выросли и вызвали эту проблему. Тенрю впечатлен его дедуктивными способностями, но потом жалуется, что сразу после того, как он сказал им не создавать проблем с помощью магии, Нико превратила их всех в уродов. Он не знает, как снять заклинание, и Мори говорит, что его можно отменить, если произнести его снова в том же месте. Однако им нужно, чтобы учителя об этом не узнали. И Мори говорит, что им нужно замаскировать свои тела и отправиться к нему домой. Сначала он скручивает шею Кана так, что она становится очень толстой, но относительно нормальной длины. Что касается его самого, он решает изобразить участника рок-группы с длинными ногтями. Они не знают, что делать с Кейго, потому что он выглядит ненормально, и Кан говорит, что они могут просто притвориться, что он просто подставка для парика. Наконец, они поворачиваются к Тенрю, и Мори говорит ему обхватить рукой свое тело, чтобы скрыть его. Но это сложно, потому что он не выпускает из рук свою шляпу. В конце концов, он снимает шляпу и обхватывает рукой свое тело. И чтобы не вызывать подозрений, он надевает пояс, говоря, что он президент студенческого совета. Но теперь его рука не достает до головы, и он немного наклоняет шею, чтобы убедиться, что шляпа все еще на голове. Тут появляется учитель, и Мори идет его отвлекать. Учитель удивляется его ногтям, но Мори говорит ему, что они не настоящие, и он пытается изобразить Росомаху с ограниченным бюджетом. Тенрю тоже подходит, и когда учитель спрашивает о его шее, он отвечает, что неправильно спал, и теперь ему приходится держать ее наклоненной, чтобы не было больно. Затем учитель замечает Кана, который внезапно начинает тренироваться. Он говорит, что это причина его толстой шеи.
Учитель даже не замечает Кейго и уходит, и, наконец, мальчики могут выбраться из этой ситуации. Они направляются к Мори домой, но по пути сталкиваются с одним из своих одноклассников. Мори говорит всем спрятаться за ним, пока он закрывает обзор однокласснику, не давая ему никого увидеть. Тенрю снова впечатлен его быстрой реакцией и хочет, чтобы Мори присоединился к студенческому совету. Он слишком погружается в свои мысли, и когда Мори пытается его увести, его рука разжимается, и он начинает крутиться, как Бейблейд, прежде чем упасть на землю. Вскоре после этого шея Кана тоже ослабевает и превращается в пружину, в конце концов ударяясь о землю. Мари говорит ему поднять голову, пока их никто не заметил, но когда Кен это делает, он внезапно падает на землю из-за резкого изменения кровяного давления из-за его длинной шеи. В любом случае, они продолжают идти к Мори, когда вдруг слышат чей-то крик о помощи. Кен использует свою длинную шею, чтобы найти рабочего, висящего вниз головой на ремне безопасности, и Мори с Каго спешат ему на помощь. Май перерезает ремень и позволяет Каго поймать мужчину, который благодарен им за помощь, но пугается, когда видит их. Хирю тоже приходит туда, нервничая из-за того, как мужчина отнесется к этим уродам, когда вдруг видит, что с крыши падает молоток. Он быстро хватает молоток своей шляпой, чтобы спасти мужчину, и они вместе смеются. В любом случае, когда они добираются до дома Мори, Тенрю решает отказаться от просьб учителей присмотреть за Ника и ее фамильярами. Он думает, что, хотя они иногда и доставляют неприятности, в конечном итоге они помогают людям, и этого достаточно, чтобы их отпустить. Вскоре после этого Мика возвращается домой и громко кричит, увидев перед собой шоу уродов. Мори говорит ей, что это все ее вина, и просит ее превратить их в нормальных людей. Ника собирает их всех на заднем дворе, чтобы снова произнести заклинание, и ее друзья тоже приходят посмотреть на шоу. Затем Нико произносит заклинание, чтобы все снова стало длинным, но снова промахивается, и у Кона удлиняется подбородок, а Михару становится настоящим Пиноккио. У Кары и Куку тоже удлиняются зубы и ресницы, и Нека может только глупо улыбаться, что у нее не очень хорошо получается. Через несколько дней Нико идет помогать Каре, чья семья отвечает за местный храм. Мори тоже там, и Кара говорит ему, что ее семья уже много лет исполняет роль главного священника в этом храме. Она начинает рассказывать ему, какая здесь спокойная обстановка, когда вдруг видит бумажного кота. Она пугается, но Нико говорит ей успокоиться, потому что она создала кота с помощью заклинания. Кара думает, что она создала жизнь с помощью магии, но когда кот исчезает, все радуются, что даже Нико не может играть в бога. Кара тоже решает попробовать магическое заклинание и вырезает фигурку птицы. Никто не хочет спорить с человеком, у которого плохо получается, поэтому они позволяют ей назвать эту фигурку птицей, и Кара подбрасывает ее в воздух, чтобы посмотреть, полетит ли она. Удивительно, но бумажная фигурка летит, и даже спустя время она не исчезает, и Ника понимает, что Кара сделала невозможное и создала жизнь из ничего. Все начинают рассматривать бумажную фигурку, и Мори говорит, что она похожа на сикигами, которых используют легендарные священники и экзорцисты для содержания полезных духов. Он говорит, что сила Нико, атмосфера храма и священная родословная Кары должно быть вместе вдохнули жизнь в этого сикигами. Сикигами благодарит Кору за то, что она оживила его. Но она говорит ему, что не может взять его домой, потому что в ее квартире нельзя держать домашних животных. Нико просит взять его, потому что ее магия тоже ответственна за создание этой штуки, но Кара придумывает отговорку и убегает домой. Киру тоже решает уйти, называя бумажную фигурку Шики и оставляя Кару наедине с ней. Она не знает, что делать, но понимает, что хорошо понимает жесты бумажной фигурки. В этот момент появляются два типа и начинают без разрешения фотографировать ее. Кара уже готова наброситься на них, но Шики останавливает ее и вместо этого прогоняет двух извращенцев. Она действительно впечатлена его способностями и понимает, что, как и у Нико, у которой есть Мори и другие фамильяры, теперь у нее есть волшебный телохранитель, который ее защищает. После этого Кара и Шики становятся лучшими друзьями, и он везде ее сопровождает. Однажды их замечают какие-то девушки, и они пугаются, увидев парящую бумажную фигурку. Кара спрашивает, есть ли менее подозрительный способ брать Шики с собой, и он говорит ей, что может стать ее заколкой для волос. Он просит ее снять заколку, но Кара отказывается, говоря, что заколка для нее очень важна. Шики, однако, настаивает на том, чтобы стать ее новой заколкой, и сам снимает старую. Когда Кара пытается его остановить, заколка падает в реку, и она расстраивается из-за потери заколки, которую ей подарила мама. Она набрасывается на Шики, но потом впадает в депрессию, потому что не может вернуть заколку. Она решает сдаться, но Шики не сдается и ныряет в реку, чтобы достать заколку. Кара паникует, когда Шики уносит течением реки, и боится, что потеряла и его тоже.
Но с Шики все в порядке, и он тоже достал ее заколку. Кара вдруг вспоминает, что Шики сделан из водостойкой бумаги, поэтому ей не нужно так сильно о нем беспокоиться, и в конце концов она решает соединить его со своей заколкой. Через пару дней Кен смотрит «Волка с Уолл-стрит» и начинает хвастаться перед Нико, что может продать кому угодно даже мрамор. Но он понимает, что такие люди, как Мори и Михару, слишком осторожны и выгонят его еще до того, как он начнет продавать. В этот момент приходит Кейга, и Кан и Ника видят возможность проверить его навыки. Нико начинает доставать вещи из его сумки, рассказывая о том, какой редкий мрамор с радужным пламенем без пузырьков воздуха, и наивный Кейга полностью покупается. Он очень взволнован и хочет купить мрамор, а Кен не может поверить, что его навыки продаж сработали. Мика говорит ему перестать так сильно дразнить Кейга, и он решает отдать ему мрамор бесплатно. Кейга очень рад этому и снимает об этом целое видео на YouTube. Оказывается, его зрители так же доверчивы, как и он, и тоже проявляют к этому интерес. Одна из них оказывается симпатичной девушкой из класса, которая тоже ведет YouTube-канал, и она подходит к Кейга, чтобы получить советы по созданию видео о мраморе. Он не может упустить шанс произвести впечатление на красотку, поэтому рассказывает ей все, что знает. Вскоре девушка выкладывает видео о мраморе и добавляет ссылку на видео Кейга в описании. Видео о мраморе быстро набирают популярность, и все больше авторов начинают их копировать, и однажды Кейга подходит к Нику и Кану, чтобы сделать совместный ролик с их каналом. Они говорят ему, что нет смысла делать совместный ролик между двумя каналами, которые никто не смотрит. Но когда Кейга показывает им 16 миллионов просмотров своего видео о мраморе, они приходят в ужас. Они понимают, что мрамор стал главной темой для разговоров в городе. И Кейга говорит, что хочет, чтобы Кан был экспертом по мрамору в его следующем видео, чтобы набрать еще больше просмотров. В этот момент Михару возвращается домой, разочарованный тем, что не смог купить много мрамора. И даже тот, что у него есть, не идеален, потому что в нем много воздушных пузырьков. Нико и Кен понимают, что их безобидная шутка вышла из-под контроля, но все становится еще хуже. В этот момент Мори возвращается домой, расстроенный тем, что весь мрамор в местных магазинах распродан, и теперь у него нет другого выбора, кроме как ехать далеко, чтобы купить еще. Мика паникует, понимая, что у Мори снова проснулся интерес к случайным вещам. Но Михару видит в нем такого же коллекционера мрамора. Мори говорит ему не ставить их в одну категорию, потому что он элитный коллекционер, которому нравится мрамор с большим количеством воздушных пузырьков. Он называет себя Пузырьковым и достает из своей коллекции редкий мрамор с пузырьками. Пока они втроем спорят о том, какой мрамор лучше, Кен наконец признается во лжи, которую он распространял. Мори отчитывает ее за это, а затем спрашивает Нико, не она ли заколдовала мрамор, чтобы сделать его знаменитым, но она говорит, что ничего не делала. Кан очень беспокоится, что все выйдет из-под контроля, но Мори говорит ему, что это просто мода и скоро пройдет. Михару подтверждает это и говорит, что никто не покупает дорогой мрамор, выставленный на сайтах перепродажи. А еще на канал Кейга нападают люди, которые потеряли много денег на мраморе. Вскоре после этого Кейга вынужден записать видео с извинениями, и он приводит туда Ника и Кана, чтобы они тоже извинились за то, что стали причиной проблемы. Через пару дней Мори достает свои старые вещи из начальной школы, которые хочет хранить в более подходящем месте. Он разрешает всем посмотреть на вещи, но паникует, когда они находят конверт. Это заставляет всех еще больше захотеть его увидеть. И оказывается, что это манга, которую он нарисовал. Он смущен этим, но всем интересно прочитать историю, которую он написал. Они находят, что это действительно весело, но рисунок ужасен. Мори ностальгирует и говорит, что тогда он был одержим комиксами и хотел попасть в их мир. Ника говорит, что у нее есть заклинание, которое может дать ему что-то еще лучше, и все мальчики с нетерпением ждут возможности попасть в мир манги. Ника говорит им выстроиться в очередь, прежде чем она произнесет заклинание, и через несколько минут Кара приходит к ним в гости. Ее встречает ужасающее зрелище, ее друзья, которые стали похожи на плохой рисунок, нарисованный ребенком, и Ника говорит, что это из-за ее магии. Каре теперь очень любопытно. И она обнаруживает, что все выглядят как персонажи из манги Мори, кроме Кана, который превратился в страшный рисунок, который он нарисовал для художественного конкурса. Кара пугается его и говорит ему держаться подальше, когда внезапно порыв ветра уносит страницу, на которой Нека произносила заклинание. Она говорит, что если они не смогут найти страницу, то не смогут вернуться в нормальное состояние, и все начинают паниковать. Кара думает, что они милые, но потом они становятся для нее головной болью, когда начинают гоняться за летающей страницей в своих мультяшных версиях. Она гонится за ними, потому что ей больше нечем заняться, и когда к ним подходят люди, они прячутся, как двухмерные рисунки на стене. Затем Каго превращается в волка, который чует потерянную страницу и находит ее. Однако они замечают, что грабители взяли в заложники человека в доме, где находится страница, и Мори и другие решают спасти их.
Они объединяют свои силы, чтобы вернуть страницу, а затем врываются в дом, освобождают заложника и вырубают воров. После этого Нико возвращает всех в нормальное состояние, и Мори рад, что они смогли кого-то спасти. Он вспоминает, что начал рисовать мангу, потому что в детстве у него не было друзей, и победить врага с командой было для него тогда просто мечтой. На следующий день Мори снова разбирает свои старые вещи, когда к нему приходит Нимо. Внезапно из коробки выпадает листок бумаги, и она помогает ему его поднять. Это письмо от Ника, в котором она говорит Мори, что всегда будет его другом. И он говорит Ниму, что это письмо дало ему надежду, когда у него не было других друзей, и он 5 лет хранил его на стене. Позже Ниму показывает письмо Нико, и она вспоминает, как оно порвалось, и Мори собрал все кусочки, чтобы его починить. Она вдруг вскрикивает от волнения, потому что Мори этого не слышит. Все вдруг спрашивают ее, где Мори, и она говорит им, что сегодня годовщина смерти мамы Мори, поэтому он пошел на ее могилу. Немо удивляется, услышав эту новость, и даже Кейка и Кен мало что знают о семье Мори. Ника говорит им, что Мори трудно открываться другим, и у него было тяжелое детство, но он постепенно открывается им. С другой стороны, Мори на могиле своей матери рассказывает о том, как она беспокоилась, что у него нет друзей. Он боялся, что это негативно скажется на ее здоровье. Поэтому он лгал, что у него много друзей, хотя на самом деле у него никого не было. Ника была его единственным другом в то время, и она всегда была достаточно неуклюжей, чтобы доставлять ему неприятности. Он вспоминает, что она играла с ним, даже когда все остальные относились к нему как к изгою. Она даже дралась с ними за него. Но Мори было жаль, что из-за этого ее изолировали. Он сказал Нико, что ей не стоит с ним играть, потому что ему не нужны друзья, а она сказала ему не говорить таких вещей вслух, потому что слова имеют силу. Мори не поверил ей, но Ника сказала ему, что у ведьм есть такая сила — превращать свои слова в реальность. Это внезапно натолкнуло ее на мысль, и она сказала Мори идти домой, потому что хотела поиграть одна. Как только он ушел, она начала писать ему письмо, наполненное ее магической силой, надеясь, что оно поднимет Мори настроение. Однако в этот момент пришли хулиганы и порвали письмо, сказав ей играть с ними, а не с неудачником. Нико разозлилась на них и использовала свою силу молнии, чтобы напасть на хулиганов. Но, к счастью, Мори вернулся как раз вовремя и остановил ее. Хулиганы убежали, как только Нико отменила заклинание. Но потом она заплакала, что они порвали ее письмо. Мори утешил ее, а затем собрал порванные кусочки вместе. Ника тоже заканчивает рассказывать эту историю своим друзьям, и Михору становится грустно, потому что он не знал, через что пришлось пройти Мори. Ника говорит ему, что у него все еще проблемы с границами из-за его изолированного прошлого. Но он работает над этим благодаря особенным людям, которые его окружают. Однако после этого она сразу же начинает капризничать, говоря, что Мори считает ее только другом и не влюбляется в нее, что бы она ни делала. Она расстроена, и Кен говорит, что у нее, похоже, нет шансов выбраться из френд-зоны в ближайшее время. Внезапно Ниму понимает, что причиной этой проблемы может быть само письмо. Потому что она знает, что если ведьма выразит свои чувства словами, то цель может попасть под их влияние, если будет смотреть на них достаточно долго. Она понимает, что желание Нико дружить с Мори на самом деле превратилось в проклятие, и поэтому он не может видеть ее в романтическом свете. Она начинает думать, как помочь Нико, и вдруг Нико решает пойти в магазин. Михору идет с ней в качестве телохранителя, а затем Ниму рассказывает Кану и Кейго о своем открытии. Мальчики сразу же предлагают рассказать об этом Нико, чтобы она сняла проклятие, но Ниму говорит им, что это не так просто. Она говорит, что ведьмам запрещено нападать на других, и хотя это было непреднамеренно, это проклятие все равно считается нападением. Она думает, что если Нико узнает об этом, она может впасть в депрессию и перейти на темную сторону. Мальчики соглашаются с этим и предлагают рассказать об этом Мори, чтобы он понял, что его чувства ограничены, и преодолел это как обычно. Ниму отвергает и эту идею, потому что это может привести к обратному эффекту. Поскольку они не могут рассказать Нико или Мори, все впадают в депрессию. Но Ними хочет как-то помочь своим друзьям. Она решает, что им просто нужно усилить чувство любви в сердце Мори, пока оно не разрушит барьер дружбы, и мальчики сразу же соглашаются с ней. Однако, пока они обсуждают, как это сделать, Ника возвращается домой и снова начинает плакать из-за отсутствия любви в ее жизни. Она обращается к Канесу, и он запинается, прежде чем сказать, что если бы только было заклинание, чтобы узнать истинные чувства Мори, они могли бы придумать план. Ника нервно говорит, что есть заклинание, которое может показать, какие чувства кто-то испытывает к другому человеку, но она считает, что использовать его не стоит. Ее друзья с ней не согласны, поэтому Ника рассказывает им о заклинании, которое срабатывает, когда кто-то видит фотографию другого человека. Если есть романтические чувства, на голове расцветает цветок.
Но если это просто дружба, вместо цветка появляется жук. Нико сначала демонстрирует это, глядя на фотографию Мори, и на ее голове появляется большая розовая роза. Затем она использует то же заклинание на Кане, когда он смотрит на нее, и над его головой появляются две мухи. Она делает то же самое с другими парами, чтобы узнать, какие они друзья. Но когда она пытается использовать это, чтобы узнать, что Ниму чувствует Кейга, она говорит ей остановиться, потому что ей это неприятно. В этот момент возвращается Мори, и Ника начинает паниковать. Кен просит ее успокоиться и наложить заклинание на Мори сзади, чтобы ее не поймали. Вскоре они выходят на задний двор, и все начинают вести себя подозрительно рядом с Мори. Кен внезапно показывает ему фотографию Нико и спрашивает, что он думает об этом, пока Нико накладывает на него заклинание. На его голове появляются два листочка, и она надеется, что потом появится цветок, но вместо этого она видит на листочках двух гусениц. Одна из гусениц кружит вокруг другой, что говорит о крепкой дружбе с сильным чувством долга и защиты, и ее сердце сжимается от осознания того, что у Мори нет к ней никаких чувств. Она расстраивается из-за письма, и когда Мори спрашивает ее, все ли в порядке, она благодарит его за то, что он нашел кусочки письма и собрал его. Увидев ее улыбку, Мори что-то чувствует, и гусеница превращается в куколку, а затем в ярко-синюю бабочку. Нико рада, что он скрывал такие сильные чувства дружбы к ней, но затем бабочка становится красной и превращается во что-то похожее на цветок, уверяя их друзей, что в конце концов у Мори и Ника все получится. Через несколько дней до банды доходят слухи о ведьме, и они приходят, чтобы похитить Нико. Но ее телохранители готовы разобраться с такими вредителями, как они. Кан и Ниму высоко подпрыгивают и сбивают с ног двух бандитов, которые не готовы к этому. Их лидер паникует, когда остается один, и решает напасть на Мори, думая, что он может быть более легкой мишенью. Однако Мори ударом меняет структуру его лицевых костей, и бандиты убегают. Нико расслабляется, когда они уходят. И Мори говорит, что теперь им нужно быть осторожнее, потому что, похоже, колдуны — не единственные их враги. Кен и Нину говорят ей, что будут защищать ее любой ценой. Но Кейга чувствует себя обделенным, потому что на этот раз он не смог помочь. Он говорит, что его старый браслет полумесяц порвался, и он заказал новый. Но Мори говорит ему не волноваться, потому что они могут защитить его вместе с Нико. Однако от этого ему становится еще хуже, и он тихо уходит. Через пару дней Ниму снова приходит к ним домой. И хотя она очень хотела быть в человеческом обличье, чтобы ее все приветствовали, она не смогла набраться смелости и превратилась в кошку. Она ругает себя за то, что такая робкая, когда пришла сюда только для того, чтобы превратить Кейга в волка, а потом вернуться домой. Пока Ниму жалеет себя, Мори подходит к ней, чтобы погладить, как обычно. Но теперь, когда Ниму знает, что Мика влюблена в Мори, она больше не может позволить ей прикасаться к нему. Она становится враждебной по отношению к нему, и Мори удивлен, потому что раньше они хорошо ладили. В этот момент приходит Кейга и берет ее на руки. И Ниму рада, что он ее гладит. Однако оказывается, что Кейга не очень хорошо умеет гладить кошек, и Ниму чувствует себя так неловко, что вместо этого прыгает на руки к Нико. Она думает, что прикосновения Мори приятны, потому что в нем течет кровь тигра, который превратился в людоеда. Она также немного волнуется, когда находится рядом с волком, потому что он спас ей жизнь, а еще из-за его потрясающих мышц. Однако она нервничает только из-за Кейга, потому что он обычный человек. В этот момент Мика говорит, что на днях разговаривала с Миму, и Миму пугается, услышав свое имя. Однако Мика просто говорит о том, что Ниму усердно тренируется в магии, потому что считает себя не очень хорошей. Кен замечает, что слышал, что Ниму из семьи элитных ведьм, но Кейга, который знает ее историю, говорит, что талант и фамилия — это разные вещи. Он сочувствует Ниму, потому что она родилась в семье, где от нее ждут великих свершений. Кан и Ниму набрасываются на него, прося перестать проецировать свои комплексы, используя имя Ниму. Однако Кейго чувствует себя неудачником, который ничего не может сделать без волка, поэтому ему просто необходимо пожалеть себя. Позже, в тот же день, Нико говорит Кейго, что экспериментировала с зачаровыванием разных предметов магии и вложила магию полета в кольцо. Она хочет, чтобы Кейго использовал его, и он спрашивает, не потому ли она дает ему кольцо, что он бесполезен. Нико отвечает, что она не такая ограниченная, и говорит, что считает его лучшим кандидатом, потому что раньше он был спортсменом. Кейго решает взять кольцо и попробовать активировать заклинание. Внезапно он обнаруживает, что парит в воздухе, и Ника говорит ему сосредоточиться, потому что заклинание трудно контролировать. Однако это легче сказать, чем сделать, и Кейго несколько раз ударяется о стену, прежде чем оказаться в кустах. Затем Нико говорит ему, что чем выше он поднимется с этим заклинанием, тем сложнее будет его контролировать, и оно будет потреблять больше магии. По сути, это магия, позволяющая парить близко к земле, и хотя Кейго считает, что это довольно плохо, он решает превратить это в свое оружие.
На следующий день он тренируется управлять магией полета в парке, но это все еще слишком сложно для него, и он весь в синяках. Он вспоминает, что Нико сказала ему быть уверенным при использовании заклинания, потому что контроль во многом зависит от этого. Кейго действительно трудно это сделать, и вдруг он слышит, как к нему спрашивает, пришел ли он тренироваться в одиночку, чтобы поработать над своей уверенностью. Кейго паникует, увидев ее, и спрашивает, почему она здесь, а Нему говорит, что она пришла к ним домой и узнала, что он тренируется в магии, и ей стало любопытно. Однако ее настоящая цель — превратить его в волка. Затем она начинает говорить о заклинании полета, наложенном на кольцо, и говорит, что это одно из заклинаний начального уровня, которые изучают все ведьмы. Но поскольку летать на метле проще, никто больше этим не пользуется. Кейго хочет увидеть, как на самом деле работает заклинание, и Ниму решает показать ему. Она совершенно спокойно парит в воздухе, и Кейго поражен. Он говорит, что она совсем неплоха в магии, и Ниму нервничает. Она говорит, что хорошо разбирается в основах, но у нее нет особого таланта, как у ее мамы или Нико. Видя ее низкую самооценку, Кейго замечает, что они оба очень похожи. Но Ниму не считает, что они похожи, потому что Кейго старается стать лучше. Внезапно он спрашивает, есть ли у нее особая магия, которую она скрывает, и Ниму начинает думать, стоит ли ему рассказать об этом. Она понимает, что все это время скрывала свое заклинание трансформации, потому что стеснялась, что Мори узнает о нем после того, как погладил ее. Но теперь, когда она больше не позволит ему прикасаться к ней, она хочет раскрыть свой секрет. Она хочет рассказать Кейго, потому что хочет, чтобы он ее понял. Но как только она начинает говорить, в ее голове звучат слова матери. Однажды мать сказала ей, что ей не нужно, чтобы ее понимали другие, потому что это вызовет только сочувствие. Она сказала Ниму, что элитные ведьмы хранят много секретов, и им не стоит много разговаривать с людьми, потому что это всегда рискованно. Мама Ниму сказала ей, что она слишком эмоциональна для этого, и приказала ей подавить свои чувства и скрывать свою магию от всех. Маленькая Ниму заплакала, услышав это, но послушалась свою психопатку маму, которая была очень рада промыть ей мозги. Вспомнив все это, Ниму больше не хочет рассказывать Кейго о своем заклинании трансформации. Однако эти воспоминания сильно влияют на ее психическое состояние, и ее заклинание полета выходит из-под контроля. Она внезапно поднимается высоко в воздух. И поскольку заклинание становится все труднее контролировать, она паникует еще больше, что приводит к порочному кругу. На земле Кейго понимает, что у нее проблемы, и просит ее успокоиться, но это не помогает. Ниму внезапно теряет сознание и начинает лететь в сторону жилого района. И Кейго понимает, что у него нет другого выбора, кроме как остановить ее и безопасно опустить на землю. Он активирует свою магию полета, но ему тоже нелегко ее контролировать. Он начинает терять уверенность, но потом вспоминает слова Нико о том, что он может контролировать заклинание, потому что он бывший спортсмен. Он изо всех сил старается приблизиться к земле всего на несколько миллиметров над поверхностью, чтобы полностью контролировать заклинание, не теряя энергии. Он начинает чувствовать себя так, как когда был фигуристом, и Кейго наконец понимает, как использовать заклинание в полной мере. Он начинает скользить по земле, быстро догоняя Ниму. По пути ему навстречу едет грузовик, и он грациозно перепрыгивает через него. Однако это немного нарушает его равновесие, но он заставляет себя опуститься ближе к земле, чтобы продолжить погоню. Вскоре он догоняет ее и просит снизить высоту, но Ниму боится, что она упадет на землю. Кейго понимает, что не может уговорить ее приблизиться к нему, поэтому придумывает другой план. Он просит ее взлететь как можно выше, и Ниму в замешательстве, потому что это не имеет никакого смысла. Но Кейго просит ее довериться ему, и она решает последовать его совету. Она взлетает так высоко, как только может, и заклинание быстро поглощает ее магическую силу. Она падает на землю, как только ее магия иссякает, и Кейго оказывается прямо под ней, чтобы поймать ее. Когда Ниму падает в его объятия, она чувствует то, чего никогда раньше не испытывала. Она представляет, как летит над цветочным полем, держась за гигантский одуванчик, но когда ее сон заканчивается, она видит перед собой волка вместо Кейго. Потому что на ней был кулон в виде полумесяца, который заставлял его превращаться, и он случайно выпал, когда он поймал ее. Ниму просит волка снова превратиться в Кейго, потому что еще не поблагодарила его, но ему все равно. Его больше интересует тот факт, что Ниму собиралась рассказать Кейго свой секрет, и она нервно говорит ему, что может делать все, что захочет. И это означает, что их сделка должна закончиться. Волк говорит, что его это устраивает, потому что он уважает свободу каждого и просит Ниму делать то, что она считает правильным. Но его слова сбивают ее с толку, и в конце концов Ниму решает отложить раскрытие своего заклинания трансформации Кейго. Вместо этого, когда она в следующий раз придет в дом Мори в образе кошки, она сразу же подойдет к Кейго и сядет к ним на колени, наслаждаясь его нежными прикосновениями.
Через пару дней Михару собирается в школу, но разочаровывается, узнав, что Мори уже ушел из дома. Он хотел получить свою ежедневную дозу энергии с самого утра. Но поскольку Мори нет, Кейго и Нико не могут ему помочь, он решает положиться на Кана. Однако Кан отказывает ему, говоря, что он должен заплатить, если хочет высосать его энергию. Михару не может поверить, что Кан собирается взять с него деньги, хотя они друзья, и решает уйти из дома, не получив энергии. Однако он предупреждает Кана, что когда он встретится с Мори вечером, он расскажет о его жадности, и Кан паникует, потому что не хочет, чтобы ему читали нотации. В любом случае, когда Михару приходит в школу, он замечает, что солнце сегодня светит слишком ярко. Он решает не выходить на улицу, но потом замечает, что какие-то хулиганы пытаются украсть деньги у мальчика. Он вмешивается, и хулиганы разбегаются, потому что не хотят, чтобы их поймали с поличным. Мальчик благодарит Михару, который просит его поговорить с учителями, если его кто-то беспокоит. Но как только он собирается уйти, президент школьного совета хватает его за руку и говорит, что из-за него он не смог получить доказательства того, что хулиганы воруют у других детей. Михару спрашивает его, откуда он, черт возьми, должен был знать об этой операции, и президент соглашается. Он вспоминает, что Михару – новый ученик, и просит его не привлекать к себе слишком много внимания, потому что хулиганы могут напасть на него. Михару говорит, что он не любитель внимания, но как только он заходит в класс, его окружают все девочки, которые хотят заполучить его. Он ведет себя перед ними как крутой и невозмутимый парень, потому что в первый день в школе он пытался притвориться, чтобы люди не подходили к нему слишком близко. С тех пор он вынужден притворяться, и теперь он хочет, чтобы это прекратилось. Когда он возвращается в класс, он видит, что вокруг разбитого окна собрались ученики и учителя. Они жалуются на ученика, который разбивает окна без всякой причины, и просят его поговорить с учителями или друзьями, если у него возникнут проблемы. Михару игнорирует шум, думая, что не всем легко доверять своим учителям или одноклассникам. Он думает, что он такой же, потому что не может никому здесь раскрыть свои истинные способности. Он думает, что ему не нужны друзья в школе, потому что у него их достаточно дома. Но как только он идет домой, хулиганы из прошлого нападают на него, чтобы отомстить. Михару решает высосать их энергию, потому что он голоден, но боится, что не сможет контролировать количество энергии, которое он у них забирает. Но как только хулиганы собираются его ударить, появляется ученик в маске и надирает им задницы. Они тут же убегают, а ученик в маске поворачивается к Михару и говорит ему бежать, иначе он его тоже побьет. Но Михару слишком голоден, поэтому он хватает ученика в маске за руки и начинает поглощать его силу. Внезапно он понимает, что за маской скрывается президент школьного совета Руи, потому что он уже прикасался к нему раньше. Он спрашивает президента, что он здесь делает, и тот снимает маску, чтобы спросить Михару, как он это понял. Михару отвечает, что никогда не забывает человека, к которому однажды прикоснулся. После этого они садятся поговорить, и Руи признается, что это он разбивает окна. Он говорит, что у него есть особенность. Когда он испытывает сильный стресс, он становится агрессивным, и ему нужно выплеснуть это, разрушив что-нибудь. Он считает, что он потомок доктора Джекила, который превращается в монстра по имени Хайд, когда испытывает стресс. Михару не до конца ему верит, но Руи говорит, что хочет сообщить учителям о разбитых окнах, потому что чувствует себя виноватым. Михару говорит ему, что это хорошая идея, но он не должен рассказывать им о своем состоянии, потому что у каждого есть пара секретов, которыми они никогда ни с кем не делятся. Он говорит, что у него самого есть секрет, в который Руи не поверит, но Руи уверен, что теперь он поверит почти во что угодно. Он начинает рассказывать Михару, что некоторые люди произошли от монстров, таких как огры, тенгу и оборотни. Михару собирается сказать ему, что он тоже вампир. Но Руи не дает ему шанса и говорит, что слышал истории о группе людей, которые произошли от монстров и ходят в школу как обычные люди. Он полон решимости узнать правду о них и встретиться с ними, и тут Михару наконец срывается и кричит на него, что он вампир и часть той группы, о которой он только что упомянул. После этого Михару и Руи становятся друзьями, и сдерживаемая энергия Руи становится источником питания для Михару, что приносит пользу им обоим. Пару дней спустя Кейго говорит Мори, что хочет, чтобы Нико присоединился к его каналу на YouTube, потому что у него нет просмотров. Мори ругает его за то, что он пытается использовать Нико для привлечения просмотров, и Михару говорит ему, что нужно работать над контентом, а не использовать такие дешевые приемы. Но Нико польщена, что она достаточно мила, чтобы привлечь больше зрителей. Внезапно ей приходит в голову идея, и она говорит Кейго, что если он не может найти злодея, то должен сам стать злодеем. Затем она произносит заклинание, которое превращает его в девушку, и Кейго снимает видео, притворяясь своей сестрой. Он все еще болтает о том, что у него уникальный вкус, и подстригает челку на видео, и это все, что он делает. Его друзья не думают, что его контент стал лучше, но количество просмотров и комментариев не лгут.
Видео, которые Кейга выкладывает от имени своей младшей сестры, набирают гораздо больше просмотров и комментариев, и это заставляет Мори кое-что понять. Он понимает, что Кейга, который все время говорит о себе, это в основном женская черта, и в их группе есть и другие люди с женскими чертами характера. Он загорается новой идеей, и в следующем видео Кейга тоже появляется гендерно измененный персонаж. Мори наблюдает за ними из-за камеры и понимает, что им даже не нужно ничего делать, чтобы выглядеть женственно. Видео становится очень популярным из-за одиноких симпов в сети, и Мори решает добавить в команду новую участницу в виде Михару девушки. Ну, он привлекает еще больше зрителей и подписчиков из-за своей милой внешности, и все начинают называть Мори дальновидным продюсером и режиссером. Мори еще не закончил свой проект и решает, что в следующий раз они проведут прямую трансляцию, чтобы лучше взаимодействовать с аудиторией. Все думают, что он слишком увлечен, когда у него нет реальной заинтересованности в канале или видео, и спрашивают, почему бы ему тоже не превратиться в девушку, чтобы помочь им. Мори приходит в ужас, услышав это, и говорит, что не хочет видеть, как он выглядит в образе девушки. Но в конце концов он превращается в крутую и надежную девушку в очках и учит своих друзей танцевать в прямом эфире. Количество просмотров растет, и у каждого из них появляются свои поклонники. Когда их первый танец заканчивается, Кейга позирует перед камерой, и его кепка выглядит как полумесяц, чего достаточно, чтобы превратить Кейга в девушку-волка. Волк знает, что они превратились в девушек ради просмотров, и говорит им, что может обеспечить им столько просмотров, сколько они захотят. Он тут же раздевается перед камерой, и, как он и обещал, количество просмотров и комментариев растет. Но сразу после этого канал блокируют. В конце концов, Кейго и остальным приходится вернуться на свой первоначальный и не очень популярный канал, чтобы извиниться за инцидент. Через несколько дней Михару говорит Руи, что ему нужно встретиться с друзьями. Руи очень хочет познакомиться с людьми, которые произошли от таких же монстров, как он, и на следующий день он идет на станцию, чтобы сначала встретиться с Михару. Михару пишет ему, чтобы он спустился по лестнице, и Руи так и делает. Он начинает представлять, как они будут выглядеть. Но по совпадению члены циркового студенческого совета тоже оказываются там в это время. И они очень похожи на тех, кого Михару описал как своих друзей. Руи думает, что здоровяк со шрамами на теле — это точно Мори, Огр, а парень, который постоянно говорит гадости с необычным акцентом, это Кен, Тенгу. Он путает чудака с ножом с Кейга, потому что все, что он слышал о нем, это то, что у него мешки под глазами, и он странный. Он думает, что одна из двух Лоли — ведьма, а зрелая красавица — Кара, которая может управлять сикигами. Тем временем студенческий совет собирается на мероприятие, и их друг-хакер не может прийти, потому что заболел. Они думают, что им придется провести мероприятие без одного человека. Но тут к ним подходит Руи. Они не знают, кто он, и он спрашивает, не рассказывал ли им о нем его друг. Члены студенческого совета думают, что он говорит о хакере, и небрежно включают его в свою группу. Тут появляется подражатель робота, и Руи приходит в ужас, потому что даже не понимает, кто он такой. В любом случае, он решает пойти с ними в арендованную комнату, которую они украсили надписью «Поздравляем, президент». Руи растроган до слез, думая, что они поздравляют его с тем, что он стал частью группы. Но потом они говорят ему, что им нужно отрепетировать песню перед приходом главного гостя. Руи не понимает, что происходит, но хочет участвовать, поэтому с радостью соглашается. В это же время Михару ждет его на станции и думает, что он задерживается. Тут появляется президент Тенрю и подходит к нему. Михару спрашивает, что он здесь делает, и Тенрю отвечает, что его подчиненные вызвали его на таинственную встречу. По привычке быть предельно честным, Михару замечает, что его подчиненные выглядят как кучка уродов, и его интуиция тут же подсказывает ему, что Руи мог пойти с ними. Тем временем Руи репетирует песню с другими учениками, но постоянно ошибается. Все поддерживают его, чтобы он справился лучше, но он не понимает, что делает в первый день знакомства с ними. Тут появляется Тенрю, и все приветствуют его как президента. Руи потрясен, узнав, что это он, президент, в честь которого они устраивают вечеринку. Тут в комнату входит Михару, разочарованный, но не удивленный тем, что Руи здесь. В любом случае, Руи все понимает и узнает, что члены студенческого совета устраивают вечеринку в честь дня рождения Тенрю. Тенрю рад этому, но ему жаль Руи, который зря старался. Однако Руи решает выступить с остальными, потому что он репетировал и уважает Тенрю как президента студенческого совета, которого так любят его подчиненные. Когда выступление заканчивается, Руи и Михару решают уйти, но Тенрю останавливает их. Он спрашивает Руи, в какую старшую школу он собирается поступать после окончания средней школы, и тот отвечает, что хочет поступить в ту же школу, что и он.
Тенрю рад это слышать и просит его присоединиться к студенческому совету, когда он поступит в их школу, потому что он заинтересовался искренним мальчиком со скрытой жестокостью. После этого Михару наконец отводит Руи к себе домой, и он видит, что все здесь выглядит вполне нормально по сравнению с тем, что он себе представлял. На следующий день Кара приходит к ним домой и приносит коробку вкусных пончиков. Она говорит, что очень их любит, и у Ника появляется идея. Она говорит, что может сделать их маленькими с помощью магии, и тогда они смогут съесть столько, сколько захотят. Кара отказывается от этой фантастической идеи, потому что уже наелась, но Мори решает пойти с Нико, потому что ей нужен кто-то ответственный, кто будет присматривать за ней все время. Нико использует свою магию, чтобы сделать их обоих крошечными, и Кара очень удивляется, увидев это. Нико и Мори пытаются что-то ей сказать, но их голоса тоже стали очень тихими, и она ничего не слышит. Она желает им всего наилучшего, но ее голос достаточно громкий, чтобы напугать их. В любом случае, они решают сосредоточиться на пончиках в шоколаде под ногами и тут же садятся, чтобы съесть их, как коровы. К сожалению, слой шоколада слишком твердый, и Ника думает, что это потому, что они в 100 раз меньше своего обычного размера. Внезапно Мори понимает, что их проблемы гораздо серьезнее. Он говорит, что их сила зависит от разных факторов, таких как размер мышц и рост, поэтому на самом деле у них всего 1/1000000 часть их обычной силы. Нико приходит в ужас, услышав это, и Мори говорит ей, что если сейчас на них нападет муравей, они точно умрут. Нико не в настроении выслушивать такие мрачные прогнозы, но он говорит ей, чтобы она была серьезнее, потому что такие неосторожные заклинания могут быть очень опасными. Она очень расстроена, но Мори решает, что они не могут уйти, пока не выполнят свою первоначальную задачу — съесть пончик. Он использует свою силу Огра, чтобы разбить слой шоколада, и они наслаждаются кусочками шоколада. Нико быстро успокаивается, потому что текстура и вкус теперь другие. Но потом Мори говорит ей, что теперь нужно съесть слой пончика. Однако он еще более сухой, чем у моего друга, и Нико говорит Май, что она больше не хочет есть огромные пончики. Когда он говорит ей не сдаваться так быстро, Кара вдруг чихает, и ветер от ее чихания настолько сильный, что уносит Мори и Нико прочь. Они паникуют, думая, что сейчас разобьются о стол, но, к счастью, ничего не происходит. Мори понимает, что поскольку они маленькие, как муравьи, они не получают урона от падения. Он замечает, что они приземлились на копилку, и говорит Нико, что им нужно вернуться к своему обычному размеру, потому что любые дальнейшие приключения будут опасны. Однако неуклюжая Ника уже упала в копилку, и единственный способ ее спасти — разбить ее. К сожалению, это гораздо сложнее, чем слой шоколада, и Мори не может собрать достаточно сил, чтобы даже треснуть ее. Ника спрашивает его, что будет, если она развеет магию, пока находится внутри копилки, и в голове Мори всплывают все старые мемы про Человека-муравья и Таноса. Он говорит Нико не рисковать, потому что она может разбиться, а потом спрашивает, сколько времени осталось до окончания заклинания. Она отвечает, что осталось около 5 минут, и Мори обещает, что спасет ее, несмотря ни на что. Он пытается позвать Кару на помощь, но она его даже не слышит. Поэтому он спрыгивает с копилки и бежит по столу, который теперь для него размером с футбольное поле. Затем он прыгает на толстовку Кары и забирается наверх, цепляясь за ткань. Мори добирается до ее плеча и кричит, чтобы она разбила копилку, но она все еще не слышит его. Он решает залезть ей в ухо, и Кара чуть не прихлопывает его, думая, что это комар. Это был самый близкий момент к смерти для Мори, и он начинает паниковать. Ситуация становится еще хуже, когда он замечает, что заклинание вот закончится. Но, к счастью, в этот момент на помощь приходит бумажная кукла Шики. Он говорит Мори запрыгнуть ему на спину и залетает в копилку. Мори успевает схватить Нико, и Шики выносит их обоих за секунду до того, как они возвращаются к своему обычному размеру и падают на стол. Кара вздрагивает от их внезапного появления и просит их хотя бы подать ей знак. Мори говорит ей, что все это время кричал на нее со слезами на глазах, а потом Ника прижимается к ней и рассказывает, как ей было страшно. Кара не понимает их беспокойства и предлагает им еще один пончик, чтобы они успокоились. Но им уже хватит пончиков на всю оставшуюся жизнь. На следующий день в школе застенчивая девочка по имени Кумуги подходит к Ника за помощью в личной жизни. Она рассказывает, как однажды столкнулась с мальчиком из другого класса, и хотя они ничего не сказали, оба продолжали смотреть друг на друга. Через несколько дней мальчик пришел в ее семейную пекарню, и там они тоже ничего не сказали друг другу. Она говорит, что мальчик часто приходил в пекарню в прошлом месяце, и хотя она уверена, что между ними что-то есть, они еще ни разу не разговаривали. Кена расстраивает эта история, и он говорит ей, чтобы она уже пригласила этого парня на свидание. Но Кумуги краснеет и спрашивает Нико, есть ли заклинание, чтобы узнать, что чувствует другой человек. Мори говорит ей, что есть заклинание, но он не рекомендует его использовать.
Но Ника встает на сторону девочки, потому что сама прошла через то же самое. Она говорит Камуи, что нет прямого заклинания, которое могло бы заставить ее читать его мысли, но у нее есть кое-что другое, что может помочь. Вскоре Камуи по просьбе Ника печет хлебного человечка и кладет в него волос, который он взял с головы ее возлюбленного. Нико накладывает на хлебного человечка заклинание, чтобы он ожил, и говорит, что он ответит на все их вопросы, как и мальчик. Камуги не теряет времени и сразу же спрашивает хлебного человечка, нравится ли он ей. Однако хлебный человечек может отвечать только названиями хлеба, и начинается игра в угадывание его послания. Благодаря знаниям Камуги о разных видах хлеба они понимают, что мальчик считает ее невинной и милой, но не приходит в магазин ради нее. Ему просто нравится хлеб, и он приходит в ее магазин, потому что он рядом с вокзалом. Затем Кумуги спрашивает его, не хочет ли он иногда с ней встречаться, и хлебный человечек говорит ей не обращать на него внимания. Она разочарована. Но королева-девочка Нико подбадривает ее, говоря, что, возможно, мальчик тоже ее любит, но стесняется признаться в своих чувствах. Мори не может позволить ей разбираться с этим, поэтому берет дело в свои руки и спрашивает хлебного человечка о девушке, которая ему нравится. Хлебный человечек говорит Красиент, что рифмуется с фамилией Камуги, и она очень радуется, услышав это. К сожалению, оказывается, что у ее возлюбленного уже есть девушка по имени Креса, и Камуги узнает об этом только после того, как наберется смелости поговорить с ним. Через несколько дней у Мори день рождения, и он просто неловко сидит на диване, пока друзья поют ему с днем рождения. Когда они заканчивают, он встает, чтобы произнести речь о том, что его девиз на этот год – идти своим путем и принимать решения самостоятельно. Его друзья расстраиваются, услышав это, потому что думают, что он не будет носить кроссовки, которые они ему купили. Но он говорит им, что с удовольствием их наденет. Ему нравятся кроссовки, и он решает пойти в них на прогулку, а потом Нико решает наложить на него заклинание в качестве особого подарка. Мори не очень уверен в этом, но она даже не ждет его ответа и накладывает заклинание, которое делает людей счастливыми в день рождения. Мори не чувствует никаких изменений после наложения заклинания и спокойно идет гулять. Ника посылает волшебных стрекоз, чтобы они следили за ним и записывали его действия. Первое, что они видят, это порвавшийся шнурок на ботинке Мори, что является признаком неудачи. Затем они видят другие признаки неудачи, такие как стая кричащих ворон, черные кошки и разбитые зеркала. И мальчики спрашивают Нико, какое заклинание она на него наложила. Она думает, что наложила на него заклинание удачи, но потом вспоминает, что попросила его не двигаться перед наложением заклинания. Она понимает, что слово «плохо» должно было быть частью заклинания, и теперь вместо небольших удач Мори ждет много мелких неприятностей. Каждый светофор, который он пытается перейти, загорается красным, и на его пути внезапно появляются препятствия. Однако Мори легко перепрыгивает через препятствия на дороге, а когда на него летит рой пчел, он просто поворачивает голову, чтобы увернуться от них. Его друзья понимают, что после многих лет упорных тренировок Мори даже не замечает этих препятствий, а его тело автоматически распознает опасность и избегает ее. Однако тренировки не могут защитить его от всего, и вскоре рабочий случайно брызгает краской на его любимые винтажные джинсы. Все думают, что он очень расстроится. Но вместо этого Мори радуется, потому что, оказывается, крутые пятна повышают ценность винтажной одежды на рынке. Он благодарит рабочего и с радостью идет гулять. Но потом его принимают за рабочего на другом складе. Начальник просит его перенести тяжелые вещи, и Мори с радостью берется за работу, потому что для него это просто тренировка. Он заканчивает работу до того, как недоразумение проясняется, и начальник извиняется, подарив ему уродливую футболку. В этот момент погода меняется, начинается дождь, и друзья Мори думают, что теперь он поймет, что на него наложили не то заклинание. Но Мори просто садится медитировать, как настоящий крутой парень, и благодарит Вселенную за все. Вселенная отвечает, посылая в него молнию, но Мори воспринимает это тоже положительно. Молния ничего ему не делает, только делает его прическу круче, и когда дождь заканчивается, Мори надевает футболку, которую ему подарили. Его друзья думают, что ему не понравится носить уродливую футболку, но с телом и лицом Мори он выглядит как настоящий модник во всем, что носит. Девушки начинают падать в обморок, когда он проходит мимо них по улице, и к тому времени, как он возвращается домой, его фото уже напечатано в модном журнале, который он часто читает. Он благодарит Ника за заклинание, которое заставило его испытать столько нового, и она рада, что все прошло хорошо. Вскоре фото Мори появляется в онлайн-версии журнала, и хотя он рад этому, он также расстроен, потому что не выбирал, что надеть на фото. А это прямо противоречит его девизу на этот год.
Через несколько дней Куку и классный руководитель Юрий объединяются для проекта по написанию фанфика по их любимому аниме «Евронимус», где группа парней сражается с призраками и монстрами. Это аниме, у которого есть своя вступительная песня в другом аниме, очень популярна среди девушек, потому что парни в нем красивые. Юрий и Куку публикуют посты под своими именами Атаку в Твиттере. После того, как они узнали настоящие имена друг друга, Куку попросила Юрия написать для нее несколько коротких историй, чтобы она могла нарисовать по ним мангу. И это приводит их к настоящему. Они спорят из-за названия своей группы, и Юрий говорит Куку, что они могут решить это позже, потому что сначала нужно придумать сюжет. Куку извиняется перед ней, потому что она не может написать историю и даже не может помочь с оформлением и версткой. Юрий говорит ей, что это ее работа, но в последнее время у нее нет хороших идей. Куку удивлена этим, потому что Юрий недавно публиковала короткие истории в Твиттере, и у нее стало больше подписчиков. Юрий отвечает, что написать короткую историю — это не то же самое, что написать целую главу манги, потому что для этого нужно много вдохновения. Она чувствует, что уже близка к вдохновению, но оно всегда ускользает от нее, и Куку говорит ей не торопиться, потому что она тоже хочет отточить свое мастерство к началу мероприятия. Затем она показывает Юрию фан-арт, который недавно нарисовала по менее популярному персонажу из аниме, и Юрий удивляется. Куку говорит ей, что ее друг из Твиттера попросил ее нарисовать это, что еще больше шокирует Юрия. После этого Куку говорит ей, что скоро встретится со своим онлайн-другом в реальной жизни. И тут Юрий начинает паниковать. Она говорит Куку, что встречаться с незнакомцами из интернета небезопасно, но Куку уверяет ее, что ее подруга, которая пишет под ником Limelight, такая же школьница, как и она. Она показывает их переписку Юрию, который сразу узнает манеру речи, характерную для мужчин среднего возраста, и несколько подозрительных смайликов. Юрий говорит, что это похоже на мужчину средних лет, но Куку уверена, что Limelight милая девушка. Юрий говорит ей не рисковать, потому что они не могут рисковать, встречаясь с Атаку в реальной жизни. Но Куку отвечает, что они обе Атаку, и технически это тоже встреча в офлайне. Ее слова глубоко ранят Юрия, но она все равно решает узнать правду о Limelight, чтобы защитить Куку от любой опасности. Она начинает следить за аккаунтом Limelight в Твиттере по ночам и находит фотографию клюшки для гольфа и отражение мужчины лет 50. Юрий уверена, что Куку в опасности и решает пойти за ней в ресторан на следующий день, чтобы защитить ее. Вскоре в ресторан приходит старик, которого она видела на фотографии, и Юрий собирается с ним подраться, думая, что он PDF-файл, но оказывается, что это отец Limelight, которая на самом деле милая школьница. Юрий начинает чувствовать себя виноватой за то, что была такой подозрительной, и слушает разговор Куку и ее подруги, которая утверждает, что много общается с друзьями своего отца, поэтому переняла их манеру речи. Юрий очень сожалеет о недоразумении, но это внезапно дает ей вдохновение, которое она искала. Когда она придумывает сюжет их фанфика, она начинает кричать, и Куку сразу ее узнает. Затем она знакомит Юрия со своей новой подругой, у которой 1000 подписчиков в Твиттере. Куку говорит Юрию, что она уже разговаривала с Limelight по телефону, чтобы убедиться, что она девушка, и забыла сказать ей об этом раньше. Юрий отвечает, что она просто беспокоилась как учитель, но потом понимает, что в глубине души она тоже ревновала, что у Куку появились другие друзья Атаку. Пока они разговаривают, Limelight предлагает название «Фанатский фан-арт» для их группы, и Юрию и Куку оно нравится. Через несколько дней выходит новая глава манги «Евронимус», и Юрий расстраивается, прочитав ее, потому что в ней упоминается, что у одного из главных героев есть старший брат. Это полностью разрушает сюжет, который она писала, потому что он сильно зависит от того, что персонаж единственный ребенок. Куку говорит ей, что они могут продолжить историю, потому что они все-таки пишут фанфик, но Юрий пурист канона, и ей совсем не нравится вносить изменения в мир истории. Она заявляет, что будет работать над сценарием и иллюстрациями с нуля. И пока они обсуждают последнюю главу манги, у нее внезапно появляется идея для новой сюжетной линии. Юрий усердно работает над сюжетом и иллюстрациями, и через неделю она передает черновик Куку, которая очень рада его нарисовать. Юрий спрашивает, справится ли она, потому что у них сжатые сроки, и наивный Куку отвечает, что легко справится. Однако задача рисовать иллюстрации для манги каждый день оказывается сложнее, чем она ожидала, и она едва успевает закончить мангу за полчаса до дедлайна. Когда она заканчивает, она показывает страницы Юрию для финальной проверки, и они обнаруживают, что она неправильно сохранила страницу номер 23. Куку пытается найти резервные копии на своем компьютере, но, к сожалению, страница полностью удалена. Они оба теряют надежду, думая, что не смогут опубликовать свою первую книгу в таком виде, но Куку берет себя в руки.
Она выбирает другой принтер, у которого дедлайн через 3 часа, и начинает перерисовывать страницу. Она полна решимости закончить ее в срок, и Юрий тоже решает усердно работать над их книгами после этого. Куку успевает закончить страницу и отправить ее на принтер всего за 5 минут до дедлайна. Обе девушки очень рады, что успели закончить работу вовремя и с нетерпением ждут мероприятия на следующий день. Однако на следующее утро Юрий звонит Куку и говорит, что будет занята, когда начнется мероприятие, и ей придется все делать самой до этого момента. Куку говорит ей, что найдет кого-нибудь, кто ей поможет, и тут замечает Нико, который пьет сок. Как только Нико слышит, что Куку нужна помощь, она соглашается пойти с ней, и, конечно же, Мори тоже присоединяется к ним в качестве телохранителя. Куку немного паникует, увидев его, и Мори спрашивает ее, не лучше ли ему не приходить, потому что на этом мероприятии в основном женщины. Куку отвечает, что проблема не в этом, а в том, что в киоске могут стоять только 2 человека. Мори отвечает, что в таком случае он просто будет ходить вокруг, но Куку просит его оставаться поблизости и ничего не делать. После этого она идет к своему киоску и, к своему удивлению, видит там слишком много книг. Она тут же пишет Юрию, чтобы спросить об этом, и узнает, что Юрий случайно заказал 1000 книг вместо 100. Куку готова расплакаться, потому что им даже негде хранить лишние книги, но Нико использует свою магию, чтобы превратить 9 из 10 коробок в миниатюрные версии. После этого Куку открывает коробку и видит результат их с Юрием тяжелой работы. Она очень взволнована, но Мика замечает, что иллюстрации отличные, но на одной странице не хватает диалога. Куку приходит в ужас и тут же пишет Юрию, потому что это была ее работа – вычитывать окончательный вариант, и она извиняется, отправляя стикер. Куку начинает паниковать, думая, не стоит ли ей распечатать диалог в ближайшем магазине и вставить его в пустое место. Но понимает, что не успеет сделать это достаточно быстро, чтобы охватить сотни книг. Она снова обращается за помощью к Ника, и он ей помогает. Он берет перманентный маркер Куку и с помощью магии печатает недостающий текст в нужном месте. Куку очень рада, что печать выглядит оригинально, и это намного быстрее, чем наклеивать бумажные полоски поверх страницы. Она очень благодарна Ника, который управляет магазином Томори, чтобы она могла спокойно распечатать все страницы. Тем временем Куку успокаивается, и тут к ней подходит Лаймлайт, потому что она тоже продает свою книгу сегодня. После того, как они обменялись книгами, Лаймлайт говорит Куку, что ей пора приступать к работе, потому что перед ее киоском уже выстроилась очередь, в основном состоящая из ее подписчиков в Твиттере. Куку очень рада это видеть, но тут к ней подходит один из организаторов и говорит, что ей нужно перейти в другое место, потому что ее нынешний киоск не может вместить такую большую толпу. Куку дают лучшее место для размещения покупателей, и она быстро распродает 50 книг. Она очень рада этому, потому что хотела, чтобы ее работа дошла до многих людей. Но в это время происходит кое-что интересное с Нико и Мори. Пока Ника бездумно печатает недостающий фрагмент, она поднимает голову и смотрит на Мори, и, к ее удивлению, его волосы поседели. Оказывается, она указала левой рукой на Мори вместо маркера, и чернила для страниц впитались в его волосы. Ника в панике извиняется перед ним. Но ответ Мори тоже потерял цвет, как и его волосы. Тут к ним подходит Куку, чтобы взять еще одну коробку с книгами. И когда она видит Мори с седыми волосами, она понимает, что он выглядит точно так же, как главный герой из последней главы официальной манги. Она тут же накидывает ему на шею шарф и использует его как модель для своей книги, и девушки толпятся у ее киоска, потому что не могут устоять перед красивым косплеером. К тому времени, как Юрий приходит на мероприятие, перед их магазином уже выстроилась огромная очередь, и они быстро распродают все книги. Когда они возвращаются домой, Юрий и Куку в шоке, потому что не ожидали такого успеха в первый же день. Они рады, что все продали, несмотря на проблемы, которые возникли по пути, и Ника с Мори тоже рады за них. Кстати, о Мори его волосы немного окрасились, но, как всегда, Ника снова все испортила. Она использовала кофе, чтобы придать его волосам цвет, и они стали коричневыми, а не черными. Но он решает не обращать на это внимания, чтобы девушки могли насладиться моментом. Через несколько дней Мори и его друзья с нетерпением ждут ежегодного школьного фестиваля, который состоится через 2 недели. Ника рассказывает, что обсуждала идею презентации для их класса со своими друзьями, и все тоже с нетерпением ждут этого. Мори, с другой стороны, облизывает палец и поднимает его, чтобы проверить погоду. Все спрашивают его, на что он показывает, и Мори заявляет, что завтра он наконец-то их помоет. Его друзья в недоумении спрашивают, о чем он вообще говорит, ведь он стирает каждый день. Мори уверенно показывает им фотографию пары винтажных джинсов 1947 года, которые он носит уже год, и заявляет, что завтра он постирает их во 2-й раз за всю их жизнь.
Все в шоке от этого, но через некоторое время Ника понимает, что даже не знает, о чем говорит Мори. Когда они приходят домой, Мори достает джинсы и говорит, что стирал их только один раз, а завтра постирает во второй раз. Это шокирует всех его друзей, потому что Мори самый чистоплотный из них. Кана больше интересует, когда он стирал их в первый раз, и Мори говорит, что очевидно он постирал их сразу после покупки, чтобы смыть крахмал с одежды. Он решает подробно объяснить это этим невежественным крестьянам без вкуса. И говорит, что джинсы сделаны из необработанного денима, который не стирают перед продажей. Владелец должен постирать их один раз, чтобы они немного сели, а потом носить их как можно дольше, не стирая. Мори говорит, что нормальные люди стирают джинсы через 3 месяца, но настоящие профи могут носить их всю жизнь, не стирая ни разу. Его друзья еще больше удивляются, но Кан останавливает Кейга, чтобы он больше не задавал вопросов. Он на собственном опыте убедился, что Мори может читать лекции часами, если начинает говорить о том, что ему нравится. Кейга решает последовать его совету и больше ничего не спрашивает, но Михару не успевает вовремя остановиться. Он просит Мори рассказать ему больше о джинсах, и мальчик-людоед с радостью делится своими знаниями. Кан и другие пытаются придумать отговорки, что у них есть дела. Но Мори останавливает их, потому что хочет, чтобы все воспользовались его знаниями о винтажных тканях. Он начинает свою лекцию с того, что рассказывает, как джинсы мнутся в зависимости от того, как их носит владелец, и складки называются усами. Из-за усов джинсы теряют цвет на выступах, но сохраняют его внутри. И это то, что больше всего нравится любителям денима. Всем становится скучно, когда он продолжает рассказывать о разных типах усов, и Михару жалуется, что больше не хочет слушать эту лекцию. Но даже после этого он спрашивает Мори, почему он не покупает джинсы с усами и выцветанием. Настроение Мори меняется, когда он начинает свысока смотреть на джинсы, которые искусственно состарены с помощью каменной или кислотной стирки. Он говорит, что это не сравнится с радостью от того, что джинсы идеально сидят на теле. И настоящие джинсы, которые носились годами, гораздо ценнее. Это задевает Кана, и он спрашивает Мори, не лучше ли в таком случае просто купить подержанные джинсы. Мори говорит, что это хорошая идея, но в таком случае они будут носить чужую жизнь. Кен начинает злиться, чем больше понимает, и Кейга говорит ему, чтобы он успокоился. Но тут Мори показывает ему шрам на джинсах, который он получил, сражаясь с волком, и Кейга тоже начинает интересоваться этой историей. Мари говорит, что все шрамы и потертости на джинсах рассказывают историю жизни владельца, и каждый должен хотя бы раз попробовать поносить свои джинсы. Мальчики очень хотят купить джинсы и поносить их сами, но Ника разочарован в них. На следующий день Мори стирает свои джинсы и говорит, что теперь усы на месте. Теперь ему нужно только регулярно носить джинсы и чаще их стирать, потому что это усилит выцветание. Ника внезапно приходит в голову идея, и она говорит Мори, что у нее есть заклинание, которое поможет ему быстрее изнашивать джинсы, чтобы усы стали более заметными. Она тут же накладывает на него заклинание двойника, и из его тела появляется белый клон. Он надевает джинсы и сразу же начинает приседать, и Ника говорит Мори, что так его джинсы быстро приобретут желаемый вид. Мори считает, что несправедливо заставлять клона это делать. Но Ника говорит ему, что у клона нет личности, и он не чувствует боли. Он не может выполнять сложные приказы, но простые движения ему даются легко. Затем она говорит клону, чтобы он тренировался в своем темпе и делал перерывы, когда устанет, и он кивает в знак согласия. Но у клона выносливость Мори, поэтому он совсем не устает и продолжает приседать всю ночь, пока джинсы не порвутся. Когда Мори узнает об этом на следующее утро, он в отчаянии. Нико пытается извиниться, но он говорит ей, что все в порядке, хотя по его лицу видно, что он расстроен. Он уходит в свою комнату, и все беспокоятся о нем. Мальчики спрашивают Нико, не может ли она починить джинсы с помощью заклинания, и она отвечает, что это имеет большую эмоциональную и финансовую ценность для Мори. И у них, вероятно, нет ничего равноценного, чтобы починить их. Внезапно Михару приходит в голову идея, и он достает старые и очень поношенные джинсы, говоря, что его отец велел отдать их Мори. Он говорит, что если они починят их и отдадут Мори, он будет счастлив, и Ника соглашается. Она отдает одно из своих платьев в обмен на починку джинсов и отдает их Мори, который тут же начинает их осматривать. Все с любопытством наблюдают, как он нюхает джинсы, и у него идет кровь из носа. Его друзья паникуют, но Мори говорит им, что это очень редкие джинсы 1947 года, и в хорошем состоянии они могут стоить до 1 000 000 йен.
Все в шоке и говорят Мори, что лучше продать эти джинсы, но он отказывается, потому что у него больше не будет шанса купить что-то настолько редкое. Позже, когда они смотрят реалити-шоу о свиданиях по телевизору, Ника вдруг спрашивает мальчиков, ходили ли они когда-нибудь на свидание с девушкой. Ее вопрос сразу же портит настроение в комнате, и мальчики вздыхают, потому что никто из них никогда не ходил на свидание с девушкой. Но это мрачное настроение вскоре сменяется соревнованием между мальчиками, которые начинают обсуждать, кто сможет спланировать идеальное свидание. Каждый утверждает, что сможет спланировать лучшее свидание, и спор заходит в тупик. Ника чувствует, что атмосфера становится напряженной, но вдруг Мори решает, что разговоры ничего не решат. И он докажет, что он лучший, пригласив девушку на свидание и сделав ее счастливой. Он тут же говорит Нико, что завтра они идут на свидание, и она не знает, как реагировать на эту хорошую новость. На следующий день она очень взволнована свиданием, думая, что Мори приготовил для нее сюрприз. Но он тут же рассказывает ей о своем плане на свидание. И Нико в шоке, потому что это значит, что сюрпризов больше не будет. Она уже разочарована, а потом обнаруживает, что Мори запланировал много всего на свидание. Он говорит ей поторопиться, потому что если они сейчас не уйдут, то опоздают на обед. Они быстро добираются до ресторана, и Ника уже устала, потому что ей пришлось бежать за Мори. Официантка подходит к столику с меню, и Ника заказывает гратен, на приготовление которого уходит много времени. Она не против, но Мори говорит ей заказать что-нибудь другое, потому что так они опоздают в кино. Ника злится, что их свидание превращается в школьную экскурсию, и понимает, что Мори считает хорошим свиданием, когда они успевают сделать много всего, чтобы другому человеку не было скучно. Но она уже понимает, что это совсем не так. В любом случае, когда они заканчивают обед и выходят из ресторана, Мори говорит, что еда была очень вкусной. Мори соглашается с ней, говоря, что в этом ресторане готовят вкусную еду, и он всегда хотел пригласить ее туда. Она удивляется и спрашивает его о фильме, который они собираются посмотреть. Он говорит ей, что фильм называется «Броненосец Потемкин», и Ника спрашивает, это милый аниме-фильм или что-то в этом роде. Но Мори говорит ей, что это ремастированная версия российского пропагандистского фильма 1925 года, который сильно повлиял на культуру кинопроизводства. Он уже купил билеты, так что не может поменять фильм, и Ника вынуждена смотреть фильм, который она даже не понимает. Мори видит, что она выглядит уставшей, и извиняется за выбор фильма, говоря, что это шедевр, и он подумал, что она должна его посмотреть. Ника говорит ему, что это был хороший фильм, который она бы не посмотрела сама, и Мори рад, что ей понравилось. Теперь Ника понимает, чего Мори на самом деле хочет от свидания. Она знает, что он очень серьезен и внимателен к деталям и хочет поделиться с ней своими интересами. Но он слишком уверен в своем выборе, и поэтому не подумал о том, что она может чувствовать. Через некоторое время Мори говорит, что они идут в кафе, и Нико очень радуется, думая, что это будет лучшая часть их свидания. Но вместо милого кафе, как она себе представляла, это настоящая кофейня, и бариста с великолепными усами готовит кофе прямо перед ними. Мори наслаждается вкусом кофе, а потом просит баристу рассказать ему несколько кофейных шуток, которые Ника даже не понимает. Кофе для нее тоже слишком горький. Но она все прощает, потому что Мори веселится. После этого Мори говорит, что следующим пунктом в их плане будет посещение музея, но Ника замечает, что он выглядит очень уставшим. Он говорит ей, что не спал всю ночь, чтобы составить план, но как-нибудь справится. Но он не справляется и засыпает, как только садится в поезд. Когда он просыпается, они уже на конечной станции, и Нико извиняется, потому что заснула, увидев, что он спит. Мори паникует, потому что они уже многое пропустили, но если поторопятся, то успеют в ресторан. Но Ника уже устала от спешки. Она говорит Мори, что теперь довольна, и он разочарован, думая, что ей было скучно на свидании. Он думает, что другие парни были правы насчет его самоуверенности и напористости, но Нико говорит ему, что ей очень понравилось свидание. Она говорит, что ей понравилось делать то, что нравится ему, но ему не нужно было так стараться. Мори тронут ее словами, но потом быстро отменяет бронь в ресторане. Ника говорит ему, что они могут поужинать в ближайшем магазине. И когда они заканчивают есть, они идут смотреть на звезды вдали от городских огней. Через пару дней класс Мори решает открыть кафе во время школьного фестиваля, но Мори считает, что простое кафе будет слишком скучным, и им нужно придумать тему. Один парень предлагает написать оригинальную музыку для фона, а девушка берется за создание костюмов. Все идет хорошо, но потом кучка обиженных интровертов говорит, что не хочет участвовать в фестивале, потому что он не для таких, как они. Кара говорит, что они тоже могут внести свой вклад,
и она говорит, что Ника может помочь им в этом своей магией. Но никто не знает, как использовать магию Нико, и обсуждение заканчивается безрезультатно. Когда они выходят из класса, члены комитета по планированию фестиваля подходят к Нико с просьбой. Они просят ее помочь им сделать церемонию закрытия их фестиваля грандиозной. И, как всегда, Нико не может отказать в просьбе помочь людям, не подозревая, что над ее головой снова нависла опасность. Вскоре после этого Кара придумывает план того, что их класс будет делать на школьном фестивале. Она объявляет классу, что они представят кафе с привидениями, где официанты-призраки будут парить в воздухе, а официантки будут проходить сквозь стены, и посетители, скорее всего, испугаются. Море нравится идея кафе с привидениями, и Нико берет на себя ответственность за это. Она рассказывает, что когда она рассказала Каре, как Кейго кричал во время просмотра фильма ужасов, ее осенило, и она придумала эту концепцию. Кара гордится своей идеей и говорит, что с магией Нико кафе с привидениями будет очень успешным, но Мори просит ее рассказать подробности. Кара замолкает, услышав этот вопрос, потому что у нее все еще нет плана. К счастью, Нико тут же что-то придумывает. Она собирает всех и накладывает на них заклинание полета, а затем еще одно заклинание, которое позволяет им проходить сквозь стены. Затем она объясняет, что им нужно задержать дыхание, если они хотят пройти сквозь стену, потому что иначе они во что-нибудь врежутся. Некоторым ученикам трудно это понять, но пара из них уже освоила искусство прохождения сквозь стены. Но один парень слишком долго задерживает дыхание и тут же падает на пол, потому что она забыла его предупредить. Кейго не уверен, что этот план сработает, потому что заклинания слишком необычные. Но Мори уверен, что все будет хорошо. Он планирует спрятать Ника за занавеской, чтобы создать таинственную атмосферу. И благодаря особым способностям, даже те, кому раньше было неинтересно, теперь в восторге. Кейго понимает, что Мори прав, но в классе есть один несчастный неудачник, который все еще недоволен. Парень по имени Куджо говорит, что то, что делает Мори, просто дает неудачникам временную возможность почувствовать себя лучше. Он говорит, что она просто гордится своим особым талантом, и за это ее могут возненавидеть. Мори говорит, что согласен, но если кто-то попытается навредить Нико по какой-либо причине, он их уничтожит. Куджо пугается и отворачивается, и тут появляются члены комитета по планированию фестиваля. Они впечатлены тем, что ученики парят в воздухе, и спрашивают Нико, может ли она сделать это и на церемонии закрытия, потому что это было бы круто. Нико не может отказать в просьбе, и Мори рад, что она подружилась со всеми. Позже, когда все ужинают, Кен узнает об идее кафе с привидениями. Нико спрашивает его, что его класс делает для фестиваля, и он вдруг вспоминает, что они сказали ему сделать комедийный скетч. Он быстро просит Мори помочь с этим, потому что он фанат комедий, и всем нравится эта идея. Но Мори ни с того ни с сего начинает кричать на Кана, говоря ему, чтобы он не относился к комедии легкомысленно. Он начинает оскорблять его, называя нубом, который даже не любитель, и такие люди, как он, выглядят нелепо, когда пытаются шутить. Кан ошеломлен этим и решает отказаться от идеи сделать комедийное шоу, потому что Нико слишком занята и не может ему помочь. Тут Михару указывает на Кейго, который пытается привлечь внимание, потому что готов принять участие в комедийном номере. Но Кен отказывает ему, потому что Кейго совсем не смешной. Кейго обижается и умоляет Кена позволить ему принять участие в номере, потому что он очень хочет быть смешным. У Ганна нет выбора, кроме как позволить ему присоединиться, и они готовят короткий номер, который впечатляет Ника и Михару. Даже Мори ставит им хорошие оценки, что является самым большим комплиментом для Кона и Кейго, но у него есть несколько предложений, как они могут улучшить номер. Для начала он говорит Кейго вести себя как типичный позер, потому что это будет смешно. Затем он предлагает добавить больше шуток в их выступление, и у него уже есть несколько идей. Нико и Михару смотрят, как он, как всегда, становится продюсером. Переработав материал, Мори ведет комический дуэт в парк, чтобы они потренировались перед живой публикой. Они становятся все лучше с каждой репетицией, и Мори доволен, но в последний день Кен решает выйти за рамки их плана и ведет себя как идиот, чтобы еще больше рассмешить публику. Мори это не нравится, и он говорит ему придерживаться материала, говоря, что если он не будет относиться к комедии серьезно, то станет посмешищем. Он уходит, а Кан даже не понимает, в чем проблема. Тут к ним подходят две симпатичные девушки, чтобы поговорить с Каном и Кейго, и говорят, что им очень понравился их комедийный номер. Они слышали, что они собираются выступить с тем же номером на школьном фестивале, и спрашивают, как они придумали этот сценарий. Они спрашивают, является ли Мори частью их группы, но ни один из них не хочет, чтобы Мори присвоил себе их 15 минут славы, поэтому они говорят, что это только они вдвоем.
Кейга начинает позировать, как всегда, рассказывая, что они начинают без плана и придумывают материал естественным образом, а Кен продолжает вести себя как идиот. Девушки впечатлены ими и желают им удачи, что придает им уверенности. Позже Кейга говорит Кену, что его вкус в комедии очень специфический, и ему больше нравятся андеграундные комики, чем популярные. Он говорит, что их шутки острее и задевают публику, и он тоже хочет быть таким. Кан полностью с ним согласен и говорит, что они должны шутить так, чтобы это отражало их истинную личность, а не следовать сценарию. Каго говорит, что они должны полностью отказаться от сценария и вести себя как обычно, потому что даже если один человек посмеется над их шутками, они станут настоящими комиками. Они оба соглашаются на это изменение, игнорируя явное предупреждение Мори о том, что им не следует добавлять лип. На следующий день начинается школьный фестиваль, и благодаря магии Нико кафе с привидениями привлекает много посетителей. Она рада этому и идет проверить Мори и остальных, но шокирована, когда узнает, что Кейга и Кен уволили его из группы. Мори злится и дуется, говоря Мика, что эти два идиота, должно быть, зазнались после того, как их похвалили девушки, и теперь они не хотят отдавать ему должное за их выступление. Он в ярости, потому что знает, что если они проигнорируют сценарий, то будут совсем не смешными, и им нужен кто-то, кто действительно разбирается в этом, чтобы помочь им. Когда он идет в зал, где будет проходить их выступление, туда же приходит Миму, чтобы присоединиться к нему и Нико. Они втроем идут в зал, и оказывается, что комедийный номер Кона и Кейга будет первым. Они представляют свою команду как черную тьму в бездне вселенной, и Мори понимает, что они уже сошли с рельсов. Вскоре на сцену выходят Кен и Мори, уверенные, что их естественность вызовет смех. Когда они начинают вести себя как супервысокомерные и самоуверенные версии самих себя, Ника понимает, что они пытаются добавить лип, что очень плохо. Их выступление кажется бессмысленным, и Ника поворачивается к Мори, говоря, что у их друзей будут проблемы, если они продолжат в том же духе. Но она видит, что глаза Мори стали темными и безжизненными, что бывает, когда ему что-то неинтересно. Она понимает, что теперь все вышло из-под контроля, и комедийный номер только подтверждает это. Кейго шутит о громком храпе Кена, но это не смешно, и Кен начинает раздражать публику. Вскоре он начинает нервничать и говорить о всяких пустяках, что еще больше все портит, и Кейга совсем не может за ним угнаться. Они начинают ссориться на сцене, и публика разочарована, но больше всех разочарован Мори. В любом случае, после провального комедийного номера Нико и Мори идут в комитет фестиваля, чтобы подготовиться к церемонии закрытия. Пока студенты репетируют хореографию полета через мини-замок, Мори думает, что все будет хорошо и без его помощи. Он решает сделать перерыв, когда внезапно на него нападает президент Тенрю. Он уклоняется от атаки, и Тенрю тут же протягивает ему записку, которую ранее доставили в студенческий совет. В записке говорится, что в день церемонии закрытия будет совершено преступление с помощью магии, и Мори берет ее домой, чтобы обсудить с друзьями. Кен боится, что на них нападет колдун, но Мори не думает, что они настолько глупы или храбры, чтобы заранее отправить записку. По его мнению, кто-то может использовать магию, чтобы устроить несчастные случаи и обвинить в этом Нико, или попытаться навредить людям, чтобы показать, что магия опасна. Мори утверждает, что проверил школу на наличие подозрительных людей, но ничего не нашел. Однако, поскольку ясно написано, что преступление произойдет во второй день фестиваля, он считает, что они должны быть готовы его остановить. Он объявляет, что завтра скажет Ника не использовать магию, и все паникуют. Кейга говорит, что Ника очень старается ради их класса, а также для комитета фестиваля на церемонии закрытия. Но Мори говорит, что ее безопасность для него важнее всего. Он говорит, что они понятия не имеют, какую магию может использовать враг, поэтому им следует отступить, но Кейга приходит в ярость от этого. Он говорит Мори, что это не его решение. Он присоединился к группе, чтобы помочь Нико, потому что он в долгу перед ней за лечение его матери. И для него важнее всего то, чего хочет Нико. Мори начинает спорить с ним, но Кен останавливает их обоих. Он соглашается с Кейга, говоря, что им нужно отойти в сторону и позволить Неко делать то, что необходимо для ее развития. Мори не уверен, что из этого выйдет, но Михару просит его немного больше доверять им. Он говорит, что все четверо фамильяры Нико и хотят ее защитить. Кан и Кейга соглашаются, говоря Мори, что под их защитой Ника будет в полной безопасности. На следующий день фестиваль проходит как обычно, но нападавший продолжает преследовать Нико. Он завидует ей за то, что она повсюду хвастается своей магией, и думает, что когда кто-то использует магию для совершения преступления, она больше не сможет ею пользоваться. В этот момент к Нико подходит Мори, который очень занят между кафе и подготовкой к церемонии закрытия. Мори спрашивает ее, весело ли ей, и она отвечает, что ей очень нравится. Мори доволен этим,
И тут к ним подходит президент комитета, чтобы забрать Ника с собой. Мори тут же связывается с другими фамильярами и просит их быть начеку, потому что враг обязательно нападет, когда Ника будет использовать свою магию. Тем временем Нико накладывает заклинание, чтобы пройти сквозь стену, но один из членов комитета уходит. Внезапно одна из ворон Канши замечает парня в маске, размахивающего бейсбольной битой в классе, и предупреждает об этом Мори. Мори отправляет Кейга, который превратился в волка, поймать парня, и тот тут же бросается за ним в погоню. Волк в шоке, когда видит, что парень проходит сквозь стены, но продолжает преследовать его. По пути он встречает Ниму, которая говорит ему, что ей вчера понравился его комедийный номер, и волк просит ее передать это Кейго. Затем он возобновляет погоню, и преступник в маске убегает в музыкальную комнату, чтобы поиграть в прятки. Однако он не может убежать от острого нюха волка и вынужден спуститься на этаж ниже, чтобы скрыться. К счастью, Михару уже на этом этаже, и он преследует человека в маске, который забегает в комнату, полную воздушных шаров. Михару притворяется, что не может использовать свой меч, потому что это испортит рисунок на шарах, и преступник радуется. Но тут мальчик-вампир говорит псих и нападает на него через щели между шарами. Ему удается разорвать его рубашку, но преступник все равно убегает и направляется на крышу. Михару рассказывает об этом Кену. Тот делает свои фирменные движения и загоняет преступника в угол на крыше. Когда он пытается сбить его мощным ударом ветра, преступник спотыкается и сбивает с места гигантскую сферу. Сфера катится вниз и вот-вот раздавит людей, но Мори вовремя ее ловит. Пока Кан отвлекся, преступник проскальзывает на этаж ниже, и Мори просит Кана отправить за ним своих ворон. Вороны загоняют преступника в тупик, и Мори быстро добирается туда. Он говорит преступнику в маске, что у него есть друзья на всех этажах, а за стеной позади него только воздух. Он приказывает ему сдаться и срывает с него маску, выкрикивая имя Куджо, потому что уверен, что за всем этим стоит он. Однако в этот момент из комнаты позади него появляется Куджо, и Мори шокирован тем, что самым очевидным подозреваемым оказался не преступник. Воспользовавшись этим, преступник проходит сквозь стену и благополучно приземляется в бассейн, но его нога застревает в полу. Он понимает, что, задержав дыхание, прошел сквозь пол и теперь не может выбраться. Он пытается выплыть на поверхность, но теряет дыхание, и когда он уже думает, что вот-вот умрет, Мори пробивает дно бассейна и освобождает его. Когда он спасает преступника и снимает с него маску, то с удивлением обнаруживает, что это парень по имени Хадзими из комитета фестиваля. Фестиваль продолжается как обычно, и церемония закрытия тоже проходит успешно. Пока Мори и ребята наблюдают за ней с крыши, он рассказывает, что услышал от Хадзими ранее. Оказывается, он завидовал, что все проигнорировали его планы и обратились за помощью к Нико, поэтому хотел навредить ей. Затем Мори благодарит всех за то, что они помогли ему понять, что их работа — не только защищать Нико от всех опасностей, но и быть ее друзьями, которые должны поддерживать ее развитие.